Так, Масяр, Машалду, потихоньку подтягиваемся. Желательно на русском языке провести эфир. На языке врага, к сожалению, который вражески проявляет агрессию там на протяжении веков уже. Врага имеется в виду там чеченскому народу. Так, как бы трофейный язык или, не знаю, как угодно его можно назвать. Ну, охват публики на данном языке, он все-таки более существен, да, чем вот мы будем говорить на чеченском родном языке здесь. Так, давайте, спикеры, подтягивайтесь. Сейчас я тоже буквально пару минут включусь. Что ты там видел, я-то что ли? Я был депутат, я был министр. До хабаш макета на санте. Шеш бер шедила, шеш нахдила, шеш кун ходила. Кана шю камилаш дидила. Тадюлу. Азот кузаду, мастой кузабу. Тадюлу. Оqadu jihad. Вот, хадюлу. Все баркал делрез хилшун. Its от депутату цаптигатуру вполне вот, печатига догумадец министр иностранных дел и все информационное авалило дионцаши и представительство. Вышмат суцадюр малерия матаранаш Аларт он чат дальчиш квардадин хаямарах чат далер. Вот. Опять переговор шумдаюллах юхадах кандиона. Мярев якорбу. Вот. Войщен год вас шлен ишта мадизер бош. Шелси хатсан шеш бойдлин шби шеш дезертир шдай. Шеш бежен шдай дел. Притворяется, исполняющий обязанности там председатель или заместитель. Яхцаветердуис. Вообще яхцаветердуис. Вопрос должен быть поставлен так. Вопрос так. Сайт, терик, вождик, шерик, гидеон, танахилдиз. Все в одно должно стекаться. Вот. И же щатишь, массу метятим. Вот так и должно быть. И надо закаявали его шум на что. Его шейтану во что. Комбали делал, нацу. Вчера ты видишь, савидишь, иски ты хочешь делал, диабетал клетч, диабетал клетч, и сделано. Хопа пресс-служби, окна пресс-служби, хопа пресс-служби, бог хайдлилаш. Закаева асэлла. Вот. Немедленно цакач. Немедленно цавол.
حيث يقول شو تمو يتيم ما كل سيادو هناك تعدي هنا متكبو تون ديريكدو تون يقدا في تجيم اسمه صالية ويشو تدويلو ترجع ألا كما يرشك ألا Неплохо бы Неплохо бы еще перевести, чтобы зритель понимал, о чем идет речь. Масхадов призывает всех разбежавшихся, покинув территорию, покинувших родину, чиновников, министров, представителей всех институтов, там, власти, государственных структур, возвратиться на родину и дать отпор врагу. То есть для пояснения, что произошло. Вот эти там люди религиозные всякие, религиозного такого характера, там, я не знаю, религиозного направления, которые постоянно обвиняли Масхадова, что он шариат не устанавливает, что он там исламское государство там не провозглашает. Винили его, короче, во всех вот этих мирских таких бедах, грехах. И получается, что вот началась война, начиная с самого первого ублюдка, который там по информационной части занимался вот этой своей, гадил больше всех, это Маулади Удугов, который провозглашал, делал заявление, что либо обращаясь, короче, к вот этой радикализированной толпе, которых они наштамповали там с вот этими русскоязычными арабами, с вот этим финансированием, которое шло там через с Лубянки, через вот Ближний Восток, вот так вот совместно всякие бенсалмановцы, не бенсалмановцы. Вот эта религиозная тема, которая сейчас они уже официально как бы толкают. То есть все это финансирование шло вот так вот и поступало в нашу республику, и там вот именно вот эти религиозные дела антигосударственного характера. То есть они, скажем так, финансировались, все это подталкивалось извне, все это противопоставлялось действующей власти, там, в лице президента, у которого не было финансов. То есть у нас наш президент на тот период, вот этот Масхадов Аслан, со всеми его негативными моментами, минусами, со всем его заигрыванием с этими религиозными деятелями, которые, вот, к сожалению, которых там всенародно не удалось там поддержать президента, поддержать, тоже там президента вина, что он тоже как бы связь с народом потерял. И вот это вот наша общая вина, да, вот, как и президента, так и всех остальных. Вот. В связи с этим вот эти заигрывания с религиозными деятелями и как бы идеологически и вообще во всех там сферах, скажем так, да, вообще чеченское государство проиграло. Начало терять позиции, вот это заигрывание. И вот в итоге вот этот ублюдок, там, Удугов, потом затянутый тоже в эти религиозную тему Шамиль Басаев, абсолютно герой Первой русско-чеченской войны, да, там, герой, чеченский герой. И вот затянули его через вот эти дагестанских гебнюков религиозных, там, Багаудинов, не Багаудинов, короче, вот этот весь дагестанский состав
из всех вот этих шакалов, которые там разбежались потом, которых там какие-то учебки затягивали в Чеченскую республику, там вот эта вот суета шла там исламистская, какие-то там военные учебки, религиозные, вот этот весь контингент, да, там, который непонятно откуда вот так вот стягивали туда, финансировали, и в итоге вот этот Удугов делает заявление вот этим вот этой толпе, да, которая там, на мой взгляд, наполовину вообще агентура, да, говнюки, бородатые всякие. После первого выстрела, у которых пятки там посверкали и все рассосались. И что получилось? Вот этот Удугов делает заявление, что либо мы там, как тут нам наши некоторые начальники говорят, то есть речь идет о Масхадове, вот президент, и заявляет там, что либо мы будем тут, как наши начальники говорят, строить заводы, фабрики, там, собирать комбайн и будем жить, там, развиваться, либо мы, ну, здесь тоже можно будет это видео потом поставить, что я это не от себя говорю, впервые в 20 веке вот, призывает вот эту всю свою компанию, короче, и по телевидению. Тоже нужно понимать, не для того, чтобы понимать, а нужно расследовать, кем финансировался Кавказ-центр. То есть нормальная ситуация, вот сейчас Русня, если там захватила нашу территорию, они давным-давно и через Турцию, и как угодно должны были выйти на вот этих вот идеологов главных, игиловцев, там, эмиратовцев, всякой вот этой хренотени. Если они действительно, как бы, если бы русские были бы во главе спасателя всего мира, да, они бы должны были вот это все расследовать, все концы посмотреть, куда ведут, кто финансировал Кавказ-центры, вот этих террористов. И таким образом вышли бы, делая расследование, вышли бы сами на себя. То есть понятно, да, почему вот эта вся тема их не интересует, и она замята. Потому что операция удалась удачно. Вот это вот все как внутренне российскому обывателю, так и внешнему там, всему остальному миру преподнесли вот таким образом, и все благословили на вот это вот уничтожение там подряд всех. То есть вот таким образом вот этот ублюдок, который Удугов, он сейчас где-то под корягой спокойно себе 2,5 единицы Березовский ему отстегивал там. Кем он был там по должности тогда? Секретарь Совета Безопасности, да? То есть русский чиновник, который 2,5 единицы отстегивал там, не полная, 2,5 единицы Удугов отстегнул. И вот эти все ублюдки, все вот эти мародеры, да, поразбежались, которые там про религию топили, про все что угодно. Кстати, все, кто именно про религию говорил, вот, больше всего кричал, они самые первые разбежались. Туда входит и Удугов, и Яндарбиев, и тот же Закаев, который, оказывается, еще в 1998 году возглавлял комиссию по разработке шариатской конституции на основе иранской и пакистанской конституции. Вот как раз братву Закаева сейчас там мочат по полной. Я не имею в виду, что там против иранского народа там что-то. Иранский народ должен, наоборот, быть спасенным, да, там, от вот этого режима, который там им установили, который ни себе, ни людям не дает там нормально жить. Вот как раз у них хотели списать шариатскую конституцию, вот туда входит и Закаев, и все остальные, там, и Арсанов, вице-президент. Ну, они погибли, эти люди, да, там, так или иначе.
Тем не менее, вот, к сожалению, хоть эти люди погибли, вот, получилось так, что они поспособствовали всему вот этому и тому, что это продолжается, это там не закончилось. То есть уничтожением 180 тысяч гражданского населения во Вторую русско-чеченскую войну, там на этом все не закончилось. Это продолжается вот по всему миру. Нас делают будулаками, которые там голову должны отрезать кому-то. Сейчас вот эти прислали сюда, в Европу, Абдурахманова Тумсова, брата Шмакова, который он в КУП электросвязь замдиректором работал. Сейчас он сидит здесь, всех подстрекает против евреев, антиеврейские, антисемитские настроения. Тоже как бы продолжение идет, да, там Палестина, Малестина, вот такая тема. То есть вот то, о чем говорит там президент Масадов, это вот эти люди, которые это религиозные дела, постоянно через эти религиозные дела, используя религиозные приемы, дискредитировали президента, там, не давали нормально, короче, вместо того, чтобы содействовать или хотя бы абстрагироваться и не мешать, да, вот они постоянно ему ставили подножки. Поэтому президент там сидит и говорит, где вы, вот джихад, о котором вы кричали все, шариаты, там, слово Аллаха сейчас, который Закаев там в Украине там где-то тоже лазит, делает эти молитвы, короче, установить слово Аллаха в Чеченской Республике, чтобы Чеченская Республика послужила установлению слова Аллаха во всем мире. То есть делают вот такие мольбы, там, молитвы. Тем же занимаются и другие, кто вот еще живой, разбежались. Вот такая ситуация, и президент их, ну, тоже не совсем, скажем так, с его стороны. Это, да, можно понять, что он их осуждает, что он как бы, ну, все равно как-то у нас, вот то, что у нас в республике происходило, вот когда его, даже его сейчас я, одну секунду, даже когда его вице-президент Арсанов, которого он был его как бы заместителем, Масхадов в 98 году из принципа они его все троллили, что он там шариат не хочет. Вот эти вот, которые разбежались. И он из принципа берет и провозглашает шариатское правление, вводит и сразу же в отставку своего вице-президента отправляет. И тот недоумение, а что такое, что произошло? А вот то и произошло, что по шариату вице-президентов не бывает. Вице там эмиров, вице-султанов, то есть правитель он один по шариату. Ну, понятно, что это с одной стороны как бы это такая попытка показать, да, что вот то, что вы хотели, вот оно. Но с другой стороны, это вот эти опыты, вот эти, скажем так, внутренние какие-то дрязги, да, где там вице-премьеру хотят по морде заехать вот таким действием, вице-президенту, другим вот этим деятелям. Но народ от этого не легче, то есть. Это на них концентрация. Опять должен был это обходить. Мы тоже часто об этом говорим, да, потому что самый правильный выход из этой ситуации — вот осадить эту идеологию, которая нам была чужда, да, ну, истинный ислам, я имею в виду, салафизм, вот этот. Его просто надо было осадить, взять под контроль так, государство. Но чтобы это сделать, само государство должно было понимать, с чем они столкнулись. Просто вот это недопонимание и такое отсутствие возможности, вот как мы сейчас пытаемся, да, дискредитировать. Ну, не то, что дискредитировать, это неправильно будет. Там дискредитировать вообще нечего. Мы пытаемся информировать общество о реальном
в реалиях, да, о том, что на самом деле там прописано. И что это, как бы ты голову, как страус, в песок не сувал, там это все прописано, и это является идеологией вот такой. Да нет, там неправильно кто-то понял, это не так, это не сяк. Ты можешь голову пихать в песок, а человек, который искренне будет этому следовать, он будет ему следовать. И твое вот это в голову песок куда-то тыканье, да, оно не остановило и не обезглавливание учителя во Франции и 14 тысяч чеченских вот этих вот поехавших в Сирию. И сейчас вот это нагнетание вот этими петушней, я извиняюсь, что, как есть выговаривал, этот замдиректора, который в Швеции сидит, призывает там вот это антиизраильским настроением, там, драконит, да, все общество там, палестинец. Любитель Палестины из Швеции, атеистической. То есть вот это, вот такая вот у нас ситуация, да, в целом. И тут вот президент как раз-таки об этом и говорил, а вот эта вот физиономия, которую туда сейчас наш модератор показывает, это вот и есть Удугов, который призывал, самый первый, который соскочил. И вот так вот из-за этих персонажей страдает по сей день чеченский народ, да? То есть вот это я мысли просто до конца не довел, да, непонимание правительства вообще, народа, что сколько бы мы ни прятались и не пытались там что-то обелить, сначала нужно понять, с чем мы столкнулись. И только тогда, вот, если бы так еще на тот период мы понимали бы, да, и там просто проблемно, что было, что чеченцы практиковали всегда там традиционные вот эти учения, суфизм, которые вообще не основывались на вот этих вот исламских там, сунни, на Коране, там, на так как бы поверхностно это все было, да, там, только в каких-то моментах. Так, я извиняюсь. И вот это непонимание, да, там, что вот это истинное учение, что оно как раз-таки истинное, и оно основывается не на преданиях, которые мы исповедовали, которые мы практиковали, оно основано именно вот на этих преданиях, да, которые записаны в религиозное писание, да, как Коран, как вот хадисы там, и так далее. Одним словом, вот это не по сей день большая часть, огромная часть, вообще весь народ в целом, он еще не понимает, с чем мы столкнулись и к чему нас это все ведет, и что еще дальше, что будет еще хуже, если вот это все не изучить, не понять вот это вот, не проинформировать общество, да, а потом уже, будучи информированным, потом уже кто хочет двигаться там духовно, да, там, только вот понимая, да, там, что даже в духовных каких-то религиозных учениях есть зло, то есть там джихад до судного дня, изнасилование женщин, ненависть, короче, ради Аллаха, ну и все вот это вот прочее, да, там, включая педофилию и так далее. То есть это зло, его нужно, вот как-то нужно разобраться человеку, людям, то есть оставить это где-то в прошлом какие-то моменты, а на постоянной основе, если кто-то хочет уж вот так духовное что-то черпать, вот ему оттуда, зная только, что и это там есть вот так вот. Потому что говорят, что не-не-не, это неправда, и опять-таки, пряча голову в песок, это правда, там так прописано.
короче, я слишком далеко туда углубился. То есть вот это непонимание, оно нас привело к тому, что нас по башке нам надавали, да, русские. И теперь мы под их сапогом сидим, и вот по всему миру еще дальше играем вот это вот идеологическое вот это дело, да, где мы нас как этих используют, там, как мелких детишек вдоль и поперек. Так, автор, я, короче, закончил свой монолог. Вернее, модер, можешь включать. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать. İş topçuha dine tercihot العشر توبة إذا تغير يغسل تسيس نشيوت توبيو يغسطو نعي بقويات يأبو مالك كشون تكفير لنا شاددو خشطو آرا والعوام أخسقو شو بعضك ديشا إيش تحويقي دا أولا شلا شو Ну, это здесь продолжение на этом видео, где граждане, или я не знаю, на каком они там статусе. Мой тезка Ибрагим Бугаев, потом вот этот известный всем Абу Малик Мулла, который в скандинавских странах, там Швеции, Норвегии проживают, спокойно по сей день делают нам, выносят нам приговор в вероотступничестве. Там мое имя вот нашего единомышленника, антитеррора, там других. Короче, вообще дурдом вот в Европе тоже происходит. И я не знаю, как-то, наверное, спецслужбы здесь на месте то ли полностью, короче, пытаются весь вот эту, всю сеть вот этого международного исламского терроризма за раз накрыть или как. Но то, что эти люди, они все еще продолжают. Как бы, да, тоже понятно, что там следствие, свои какие-то интересы, но нам тоже неинтересно, да, когда тут нам делают вот такие призывы, да, там, и потом дальше шагают где-то по европейским странам вот такие персоны. Так, Машто, верни вот это первое видео с президентом. Досмотрим его. Его шайтаново что? Кто балет его? Нацу Ширан. Эйдуш, савидуш, иски тяхошон диора. Диа бертелфиц, сия бертелфиц ин. Эйс диора. Хопка пресс-служби, хопка пресс-служби, хопка пресс-служби, бог шайд лелашуги. Закаега أسئلة. Вот. Немедленно цакач. Немедленно цавол. حيث سيقول شو تبغوا يتم ما كل سيادو عمد تعديونا نتكبو تكون ديريكدو تكون يخدع في الجيم اسمه صالية يشو تستدويلو سيرجع إلا كمان يرشك إلا تعوك هاش دايدن سو رجلوا الدردو زاد дезертирство. Всего такого муджахида для меня больше не существует. Вот спису. Вот. Ни сегодня, ни завтра. Ни навеки вечные. Вот. Я считаю это предательство. Сондерас Рибабахам Таган Кацдоч Хумлясу Самодоваш. Самодоваш.
Верк гуч волыш. Çünkü yaşıbıt guş, innahan guş. Çünkü izmert ediyorum, elbet. Çünkü daha aldan etto buluş. Biz duas bu. İmavır nahan hava, guç var etto. Dual шица само велиш том да цавтия все равно. Гуч вали ца гуча цавол, швай нормально камхил, пача халхил, дадаган деллай. И удолго было, что проституткой плюс 32. Из, короче, чун тем мерис как раз. Вона один аги Аллаху зюш дуэ мунафик шагуч вайлат уам буал бельчан. Маша Аллах инсдик хи науэн дамил ведда висмил висна боша. Надо, испытаешь. Зюш нах зюш уардат. Шеяцана еддаир. Шеядик хочу такуш. Полностью тута. От райскишин мел дизак чаха декин. Курапат ксан сана да еддаиран. Хуна адинак зюш бой инсдик вадук ишт мунафик шбойзар бу. Мунафик шбойзар будер хо мел до комах, короче. Мунафик динацаш бежен дешхалч. Шевик от вахабитте, от идеологии что верзин. Мунафик по-русски мухцах полностью в этом направлении. Болбин хайгдалук динхельч. Арпон цун чубианбай. Вот эти горе-генералы, знаменитые. А как подчеркнул Кулай, лидер Штиона, он Челдион с 91 года из Мискнехт и Мюльштион. Лелдион. Он маршу юшхал, он шер юшхал. Валлахи цахала и деялдахама цахала. Он юштрик имамала, президентала, и он нашел, то он кучмадали масана. Дашкар кихат дердиона, Володиона, бачалаш давадиона, кахегадиона. Он шлилаш. Айш дагор, из кира йолхав, сердиона, цибичтю. Доктопес. Нормально, он добрый. Алхамдулилlah. Вуадер диона, ишонет диона, саблин да шалбалуша, судион, сермета, кричмета, велари. Вот тогда была бы катастрофа. Вот. Так, камаур царь диона, вообще диона, нагло вкладил. Вот. Я рад, что это все наоборот. Так он вордух дион. Марша ханиза, прочал ханиза, Газки ханбиза, шар хандиза. Опять вот это непонимание, да? Типа гуштуайн, внядинак, хандиза, шар хандиза. Вот это постоянная игра в поддавки, да, шаркой, паркой и фуфу, что это за дерьмо, это шарикат, марикат, что это такое, вот непонимание, что это неосуществимое вообще, не государство, не вообще жить, не жизнь, вообще на 21 век, тем более на чеченцев, это никогда не осуществимое дерьмо. Плюс 32, извиняюсь. Вот в чем вся вот эта проблема. То есть вот эти игры какие-то в лучшего шариатчика. Опять-таки же винить полностью не получается, потому что вот со стороны какой-нибудь слушатель сейчас послушает, да, блин, вот дебилы скажет. Да, так легко сказать, если ты вот в обществе как бы не понимаешь, да, что вот эти там чеченские какие-то ценности, чеченское понимание, там шариат, вот такое вот. Ты не понимаешь, что ты как бы привязан к каким-то там ценностям, да, которые тебе вообще по-другому преподнесли, там старики, там откуда-то вот это, из духовного там. Тебе сказали, что это ценности какие-то, но ты их не можешь как бы покритиковать,
нахрен послать, извиняюсь, плюс 32. И в такой ситуации там надо и против духовного, против этого, против вот таких подмененных ценностей, короче. Ну, как бы против этого не открытую не выступать. И пытаться еще дополнительно там государство, там народ на ноги поставить. То есть вообще невосполнимое, такое невозможно вообще. 1500 лет вот это показывает там в исламском мире, что эта система вообще неосуществима. Вот эти арабы, они уже 1000 раз себе бы это установили, если бы это действительно что-то было бы там. То есть осуществима эта система, но то, что от этого будет, какое-то благо, процветание, это вот неправильное понимание. Вон Афганистан самое близкое к шариату. Самое близкое к шариату это то, что в Сирии было. Вот с 12 там, по 14 примерно, сколько это время длилось. Вот это вот было самое близкое к шариату. Другого не бывает вообще. Все, что другое, это уже чем дальше от шариата, тем вот более другое что-то, да, там. Вот так постепенно, да, там. Сомали чуть получше, там. Мавритания чуть получше, потом Саудовская Аравия чуть получше, там Турция чуть получше, вот так вот. То есть чем ты подальше от этого и поближе там к цивилизации, да, там к здравому смыслу, то ты уже как бы получше. А еще лучше в Швеции атеистической. Да, я это. Ну ладно, если закончилось, то закончилось. Так вот пишут, в Сирии был самый чистый шариат, где были правы все группировки, которые убивали друг друга. Ну да, и эти правы, и эти правы, и те правы. Я вот как-то слушал лет эдак 12-15 назад, как-то вот с одними этими чуваками в машине ехал, и там они поставили вот этого балабола религиозного. И там он рассказывал историю про вот этого хаджадж какой-то правитель. Там всех перерубили. И, короче, в оконцовке, когда он заканчивает эту проповедь, говорит, что все-таки мусульмане не могут сказать, что и хаджадж был неправ, и те, кто его гасили, и кого он гасил, короче. Все они, пускай Аллах их всех в рай отправит. И я взял моральный вывод из этого рассказа, что нужно всех друг друга гасить, и мы все попадем в рай. Короче, самый правильный шариат – это вот такой. Все равно в рай попадем. Кто бы кого не гасил. Так, где у нас спикеры? Поднимайтесь. Алмату, чувак. Алмат. Вистрел. Каута, я не знаю, английский. Герл. Маршал, да. Да, маршал. Вистрел. Если бейцом дела. По теме, не по теме, без разницы. Marshall, dus ik je blij. Gewoon
Все, Allah Resulü. Kıvış sagüeta as aşıkolos itoğdur İbrahim Uedit Так çünkü. смотришь на Гантимирова, особенно во Второй войне. Гантимиров, ублюдок, как на него еще смотреть? Пособник, тот, кто способствовал вообще началу вот этой первой русско-чеченской войны. В нашем противостоянии, да, в нашей войне, скажем так, он сторонник наших врагов, то есть он вражеская сторона. И не просто вражеская, не солдат, который с каской пришел, с оружием по приказу своих вышестоящих, а именно человек, который провел огромную подрывную деятельность, как бы создал прецедент для вторжения. Ну, создавал, да? Ну, или участвовал, как бы, со многими другими ублюдками, как и он сам. Так, что у нас тут пишет? Здесь мусульмане или шайтаны? Здесь, короче, тебе какой масти мусульмане нужны? Сначала масть свою предоставь, потом сделаем обращение, и чтобы масть, которая для тебя подходит, короче, чтобы сюда зашла, и представитель вот этой масти дал знать, что он тоже как бы здесь На есть. сколько процентов? Так, а что ты предлагаешь? Это кому? Не знаю, вот Палочка пишет. А что ты предлагаешь? Кому это вопрос? Не совсем понятно. Так, вот Чаборз пишет, если здесь не мусульман, я выйду. Ну, вам сначала надо масть назвать мусульманскую. Кого вам? Мадхалиты вам, ашариты, пашкариты, хрениты. Какую-то масть надо назвать, потом кто-то, если отзовется, то будет за вами бегать и просить. Не... Шииты тоже есть здесь. Так, еще раз всех приветствую. Что приходите свободными, приходите, будучи свободными. Приходите в свободе. Не знаю, как это правильно на русский, ладно. Ну, в чеченском понимании это как бы... Стремящимся к свободе. Сказать «willkommen» или «добро пожаловать». И точно такое же, как и «добро пожаловать», только там добро, это как бы свободно. Что-то такое. Приветствую всех. Слышали меня, бля? А шо, ветеран? Я хотел вот этому сказать, мусульмане. Здесь собрались чеченцы, которые не безразлична судьба Чечни. Мусульмане, не мусульмане, это другой вопрос. Если хочешь искать, можешь мусульман искать. Здесь чеченцы собрались. Если ты чеченец, тебе с тобой о чем говорить? Мы говорим о Чечне.
Здесь не только чеченцы у нас, ветеран, Машул. Я понимаю, просто я знаю, что он спрашивает, поэтому я говорю, таким как... Тема тоже не именно у нас, как бы, мы как бы любые темы, политические темы. Я к тому, что знаю, как он вопрос задает, я поэтому говорю, я знаю, что здесь не чеченцы, поэтому и говорили на русском. Мы хотим, чтобы здесь не только чеченцы, и другие были, хотим. Но если хочет, пускай шурует. Я что хотел сказать? Пускай шурует. Мы говорим о своих проблемах. А если до чечен проблем нету, ну, шуруй. Мусульман много. Да, тебе в соседний этот чат этим палестинцам, Бангладеш, там, я не знаю, общий язык попробуй там найти. Мы здесь, как свободные чеченцы, говорим о своих проблемах. Со свиньями с вами разговаривать, я не знаю, как с вами, как свиньи, как езжать или что-то, не знаю. Мы говорим о своих проблемах. И мы хотим донести это, чтобы проблему чеченского народа. А мусульмане, пускай свои джихады, нам эти джихады не нужны. А вы там можете свои джихады где-то проповедовать. Там про Палестину, про все рассказывать. Нам эта Палестина не нужна, у нас свои проблемы. Про Палестину, про хуситов, Иран рассказывайте в других каналах. Нам до них дела нет, пускай они свои проблемы решают. Просто он, когда спрашивал про мусульман, надо масть назвать сначала. Вот кто для него мусульмане? Шииты, пашиты, какие-то, не знаю, хариджиты. Да, есть здесь без 5 минут мусульман, бывший мусульман, будущий. Запомнишь, сотни. Какое-то название. Кого он считает понятно, что перед тобой свинья, это не обязательно свинью увидеть. Достаточно ее услышать. Не обязательно ее надо видеть. Просто услышать, ты понимаешь, что она свинья. Потому что мы здесь видеть друг друга не можем. Видно, что свинья зашла и, соответственно, вопрос задает. Да, пускай, я считал. Может, кто-то прикалывается даже. Так, у нас вот еще в гостях Ахмеджан. Машол, Ахмеджан, приходи свободно. Всем мира и добра. Так, Ахмеджан. Меня слышно? Да, слышно. Вы откуда? Всем мира. Я с Казахстана. Вам тоже мира, добра, всего хорошего. Да. Что-то мне приглашение пришло, я зашел. Что-то ветеран говорит сперва чеченцы, а остальные потом, да? Где они, по адресу? Не, а ты не понял, он не так говорит. Он именно обращался к вот этому, чеченский писатель. Специально вот русскоязычный все, кто как бы не Рахим. Дружить. Насколько русского чего не видели. Мой брат. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والصلاة ألوي ونقرأت سيدر آوي وسكبوشكو إكراتوس أما بعد. Кто ты, покер?
Алхамдулиллах, муджахид Аллаха. Такой душераздирающий салам был. Вам кафирам я маршал, проводите свободу, ваше кефирское, джахалийское приветствие дам чеченским кафирам. Ахмеджан, говори, ну, просто немного шутит. Какой такой ужас, да? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Альхамдулиллах. Таким саламом можно кого угодно без ножа расстрелять. Вот. Как так можно быть невеждой? Или зачем быть такой невеждой? Или как можно не знать свою историю? Или как так можно жить, не зная свою историческую трагедию? Наджан, все коротко и ясно могу объяснить, потому что, изучая историю своих предков, нас Аллах не впустит в свой бордель, то есть твердался этот рай. Там не запустит. Здесь я согласен с тобой, Вендетта. В исламе мы свою историю учить не имеем права. Мы должны учить историю арабов. Я просто тут, наверное, чуть-чуть недопонял, да? Вендетта. Сарказм у тебя, конечно, хороший. Вендетта у нас исламский ученый, всем известно. Я 7 черных поясов по Корану Камасутре Аллаха, альхамдулиллах. Да, он слишком много знает как бы религии, поэтому некоторые даже вот саламы, которые он дает, еще даже великие ученые до этого уровня не дошли, да, он уже проскочил его. Все, склонил голову, Вендетта. Прими мои извинки. Снимается Вендетта. Так, у нас еще гость, Велат Машол, приходи свободно. Это усатого кафира, кто сюда пустил вообще? Сусанина? Не, усатого. Вообще нельзя же в исламе усатого вообще. С ним рядом сидеть даже нельзя. Красава. Склоняем голову. Накладные усы, он такие делает. Как у этого, как его, Кобзона, да? Накладные волосы у него были. У него ус отклеился, как в эфире. Амеджан, как у вас там? Шариат по чуть-чуть приходит к вам? Уже отходит, от нас отходит уже, потому что отталкиваем. Как бы циклон прошел, да? Вот так сначала зашел и уже перешел, да? Как бы через вас проходит. Нет. Да, вот зашел, короче, хотел остаться, но тут много у кого глаза открылись, много наподобие меня или меня подобных, кто буквы знает, слова знает, кто книжки читать умеет, оказывается, альхамдулилля, нас, оказывается, много. Вот Вопрос ученого. Да, я зачитаю. Нашего ученого исламского Вендетты спрашивают, вы молитесь, интересно?
Да, алхамдулилlah, у меня даже платиновые наколенники есть. Я уже штаны, короче, покупать устал. Я наколенники специальные купил. С платиновыми вот этой насадками. Я только рад. Ахмеджан, говори. Я рад, вот, что на постсоветском пространстве есть люди, которые могут читать. Ну, почти все могут читать, но есть люди, которые понимают, что читают. Они так Адра-кадабра прочитал, и под это Адра-кадабра 5 раз об пол лоб бить. У вас сколько раз молятся? 3 раза или 5 раз? Да? Ой, нашим, да, они будут 6 раз, 7 раз будут об пол лоб бить. А так 5-6 раз же. 6-й вот такой не обязательный, но желательный, да? А вот у некоторых есть уже шишки такие на лбу. Ой, шишки это... Шишка это еще хорошо. Как на ногах грибок же есть, на лбу тоже грибок бывает. Да, это мечети пол не мой тоже, потому... Где попало, бьются, да? Ага, я даже не подумал. Это типа как бородавка, да? Да, нигде попало, именно в мечети. В мечети там не моется же, там считается чистый, да? Был чистый. Какой он нафиг чистый, там толпа людей. Один раз в сутки свои копыта мой, да? Они будут чистые. Ты 5 раз моешь, у тебя пятка высыхать умеет, ты вот этот носки, башмак одеваешь, вот, у тебя там носки же, они же, носки гниют у тебя. И ты этими носками по этому ковру в мечети прошел, ты только прошел, другой дурак об этот мокрый ковер лбом бьется, он все собирает. Ахмеджан, как по-твоему, в пустыне 5 раз мыли копыта? В пустыне 5 раз какой копыта мыть, там в пустыне 2 раза воду пить, это уже было бы счастье. Я вот поэтому никак не могу, нелогично, не состыковывается. То есть как это, там 5 раз копыта полоскать, это... Если ты странно, 2 раза... Да, ты 2 раза, если воду попьешь в сутки, для этого бедуина это было бы счастье, а не то, что 5 раз. Ладно, копыта мыть, ты попу мыть, и свои колокольчики 5 раз мыть, еще тебе на уши должно хватить. Да, что это? Это у модератора СМС. Да, вот тоже интересно. Вот эта тема. Вот буквально 3-4 часа назад с приятелем разговор такой был. Короче, у него, как называется, мужа брат, как называется? Что? Мужа брат, короче, он... Подожди. Ладно, короче, у приятеля жены брат есть. Короче, он по
Попой правоверный, он у отца мечеть была, он наследство мечеть получил, он при деньгах, он мечеть еще больше сделал, он где-то там в Египте, потом в Сирии учился. Он с 8 лет в религии, в исламе, да? Он чисто там чуть ли не ангел, только... Нам бы такого муджада тут, короче, поговорить с ним. Ему там только крылья не хватает. У него 3 жены, но детей нету. Так, вот этот пишет сейчас, уже вы вообще его раздраконили, и он, видимо, обиделся на вас. Говорит, что формат вас всех надурил. Короче, мне больше нечего вам сказать. Когда умрете, тогда поймете. Алхамдулилlah. Маша, Почему он не поднимется и не постарается нас вразумить? Хорошо, один-то надурил, а другой почему вразумить не может? Это что? У вас кишка тонкая или усы маленькие? Что вам не хватает? Ну, там, видимо, на Тасе где-то. На шухере. Надурил чем, интересно? Я то, что он говорит, иду читаю. Я это, потом я вашего этого мул-балаболов спрашиваю. Они не могут это опровергнуть. Потому что это выход из ислама, противоречит Корану и Сунне пророка. Да. Кто тут кого надурил? Тут, извините меня за мою разнузданность, тут нас поимели, не то что надурили. Во все щели этим исламом гребаным. Короче, он дальше пишет. Быстренько покайтесь, попросите там прощения. Сейчас я шагаду сделаю. Сейчас. Пока, короче. вот что я хотел вот к вам, когда только ваш эфир только зашел, и вот что я хотел вам сказать. Нам говорили, вот вы знаете, чеченцев такой храбрый, гордый, без задних, есть народ, истинные мусульмане, почти без задних, за ислам, только вперед. Ну, тогда еще не было же, интернет не был, спутниковое телевидение не было. Да, типа вам там, когда проповедь делали, говорили, вон, как чеченцы надо быть там. Да. И вот первая чеченская компания, вторая чеченская компания, и нам вот это преподносили. Видите, чеченцы за ислам, как они против... Извини, это не компания, это русско-чеченские войны, которые 400 лет длятся. Да, это просто как бы... Ну, я тоже, я как бы стараюсь это не цитировать, но многие, да, как бы цитируют это так, называя компанией. Ну, да, правильнее будет, если это называть своим именем, но такого, скажем так, ошибочно, если кто-то высказал, ничего проблемы. Ну, это просто... Не как просто, как сказать, ну, это самое распространенное название, да, этого дела, да? Дело... Да, сейчас вот в Украине СВО, да, специальная военная операция. То есть, как угодно это назвать, компания, там, операция, там, еще что-то, чтобы как есть, там, войну, так не называть. Ну, это хитрый такой ход.
А люди, когда слушают, постоянно это слушают, и потом в итоге сами как бы начинают. И это не... Вот наши даже соотечественники, когда называют вот эту войну, говорят «чеченская война». Хотя чеченская война – это когда чеченцы с чеченцами воюют. Да? Там, у нас же две стороны есть. Русские, чеченцы. То там получается русско-чеченская или чечено-русская. Такое что-то. И вот буквально позавчера, да, получился, да, неприятный такой инцидент. Еще Где это? Где-то под Питером. И Что там, дрон прилетел? нет, дрон, пускай к ним летят. Вот чеченцы с казахами подрались на русской земле. Я что-то пропустил. Это вот пару дней назад, да, что-то было? Да. Почему они не поделили? Ну, это нехорошо, если подрались. Ну, ваши ребята охранники, наши ребята чинорабочие. Ну, я точно не знаю, там, с чего началось. Но, короче, наши подрались. И я точно не знаю, что там. Короче, ничего хорошего. Да, ничего хорошего. И что самое обидное, это там в России. Что там они не поделили в России, я не знаю. Но и ваши, и наши там горбатятся же, да? Ну да, ну там ситуация тоже может быть разная. Кто-то может там делать нечего, кто-то может балуется, кто-то может серьезно там пытается выжить. И точно именно вот этот инцидент надо посмотреть тоже. Но в любом случае это негативно, это нехорошо, если. Да, это нехорошо. Это есть нехорошо. Вот в данный момент, вот, данный наш разговор, что меня радует, что есть вы такие, да, вот горцы такие, что поняли, что ислам это нехорошо, это не наши, не ваши. А вот у вас сейчас как бы спад, да, вот этот пошел тоже религиозно. И как вот это, чем заменяют, скажем так, что на место этого приходит? Ну, кому как. Ну, большинство еще не отошло. Некоторым чуть-чуть вот доходит, да, что это не наше, но им замены, альтернативы нету. И вот они думают, а что кроме ислама есть? Как что есть? Есть традиции, есть свое, есть культура, есть быт. Ну,
У вас вот есть вот это понятие тангрианство, или как оно называется у казахов? Да, тигрианство сейчас. Тигрианство, да? Это как культурное, да, вот такое, или это верование? Но большинство это еще сейчас как бы, как сказать, не догоняет. Как недопонимает, что это. Хоть... У меня один вопрос. Почему государственные структуры закрывают на это? Вы же не под оккупацией живете, Казахстан. У вас же государственные структуры есть, которые могут прикрыть эту лавочку вообще момента моря. Ну, там влияние немалое со стороны России. Кто сказал не под оккупацией? Ну, Казахстан, к сожалению, там под огромным влиянием тоже. Примерно вот как было до, скажем так, Майдана, да, в Украине. Вот примерно какое влияние России там было. Вот примерно что-то подобное в Казахстане тоже, к сожалению. если сейчас я свое мнение скажу, меня же опять мой вот этот аккаунт заблокирует. Да. Мы тут сами рассуждаем. Да. Это понятно. Угу. Потом опять меня начнут дергать. Не надо эти темы небезопасные, там, короче, ненужные для вас темы не обсуждаем. Угу. В личку можно или там как? А как у вас вот относятся к вот этим к Палестине, короче, палестинцы, за Палестину, которые топят? Вот таких много. Ну, я, насколько понимаю, не то что за Палестину, нам до Палестины далеко же. Это не то, что там пешком или на машине. Но умственно до Палестины далеко же. Короче, Палестина для нас там, за горами. Но это-то, да, в том-то и дело, что вот она за горами. Я вот сейчас на днях как-то по каналам здесь, по друзьям ходил, по ТикТоку. И наткнулся на дискуссию там какой-то с Южной Осетии чувак 100% в русских погонах, примерно такого уровня офицерского. И сидит там, евреям по ушам едет, короче, там Палестина, там бедные, вот там какие-то права нарушили. И те перед ним оправдываются. Да мы не так, мы не так, мы вон. Даже когда по каким-то террористам плюс 32 мочим, предупреждаем, все от этого здания отходят. Вон ты видел, как с камерами все это снимают. Даже знают, куда прилет будет. А тот сидит, прикалывается, там, троллит, это вы раньше делали, вы сейчас не это, не то. Сказки там рассказывают. Я, слушаю его, потом аккуратно тоже попытался вписаться, говорю, дайте мне тоже слово, что это у вас за чувак здесь?
Ну, я сначала не так, да, говорю, вот своему соседу по Кавказу хочу обратиться, дайте я тоже пару слов скажу. Вот мы рядом с осетинами тоже на Кавказе. Он знает, что его русские друзья умышленно бомбили по центральным рынкам, по скоплению людей, по роддомам. Вот в Палестину за 1000 километров ему идти не надо. Вот по соседству, раз он, я вижу, у вас правозащитник здесь, права человека, там, как бы за справедливость, хочет помочь людям, чтобы их по беспределу там кого-то не ущемляли. Вот у него по соседству то, что происходило. Вот, закинут там бомбы, понакидает самолет, да, там, прям по центральному рынку куда-то. И, соответственно, люди начинают сбегаться туда, чтобы убитых, раненых помочь. Вот это вот как бы скорая помощь, там вот эти вот службы, они уже как бы были ликвидированы, да, там у нас это дело не работало, но народ, он по культуре вот так вот, как бы видя, что происходит, там он раскинули, кого-то расчленили, там у кого-то руку оторвало, у кого-то там глаза выбило, у кого-то, то есть люди подбегают, чтобы быстро первую помощь оказать. И вот это вот второе скопление, по нему специально как бы давали, чтобы туда скопились люди, еще раз долбили, очередной раз вот летит и еще раз бомбу туда же кидает. Вот это знает вот этот гость здесь, который за права человека. И тот начал, короче, как сапожник. Там мать-перемать. Полчаса я его слушаю, он каким-то этим ангелом там заделался, спасателем, там права человека, там туда-сюда. И сразу, короче, слился. На течь дал, короче. Я ему говорю, ты здесь не петушись, я тебе просто... Ты все равно в лицо сам же знаешь, что такие вещи не говорят, не скажешь. Я сюда не петушиться зашел, просто вижу, нормальные, адекватные люди общаются. Ты вот по существу, что на это ответить, что он скажи. Потом, ну, короче, так он и это самое, слился там. Ты куда-то, ты откуда, ты, наверное, убежал в Европу, там, туда-сюда. Причем здесь это, вот по теме говорил, да, я в Европе. Я тоже, да, убежал, но я как бы вам тоже мало не показалось там, где такое, где. И вот так вот, чисто на личности вот такое. То есть вот эти непонятные здесь вот элементы, да, лазят, шастают. Кстати, мне он потом говорит, ты не чистый чеченец, ты не чистый мусульманин. И я ему говорю, да будет доволен тобой Аллах, вот как раз показать, да, там, представителям еврейской нации, там, украинцы все, кто стоит за вот этой хренотенью, за этой исламистами, за вот этой темой, да, кто там чеченцев драконит через вот эти вот приемы, как бы, кто подстрекает нас. Вот так, короче, здесь вот такие вот темы, по таким темам, скажем так, ненависть вот эту нагнетают, да, там, и провокаторы, короче. Я поэтому вот спрашивал, у вас тоже вот эту тему нагнетают там или как? Вот меня русский чуть-чуть затрудняет. Ну да, я тоже как бы не носитель языка. Проблема. Если говорить, даже мысль донести там сложновато, можно игнорировать. Не то, что мысль, не то, что мысль донести. Вот
некоторые правильные слова же не знаешь. Сейчас что-то скажешь, получится, что-то ляпнешь, да? Или как? У нас же наш казахстанский русский язык, это же совсем другой русский язык. Это мы понимаем, если мы... Язык второй после аллаховского, арабского. Нет, уже, получается, третий. Кстати, Ахмеджан, вы же вот по турков тоже понимаете, да, когда они говорят? Или сложно? Не совсем сложно. Если... Вот, например, ты их канал какой-то, да, там, можешь смотреть фильм, как бы, и понимать? Да, если они будут вот так, как... Диалекты есть, а так это тюркские народы, тюркские языки. Добрый вечер. Если они Так, вот, еще гость. не быстро будут, если быстро не будут говорить, то можно понять. Это из-за диалекта. Если быстро говорить, диалект разный, мы тоже можем не понять. Да. Так, Да. Дэйв или Дэйв, я не знаю, короче, вошел, приходи свободно. Если примерно Микрофон выключен. есть разговор и не так быстро будут говорить, можно понять. А если быстро То же самое с ингушами. Я когда с ними вместе учились, я всегда им говорил, пожалуйста, говори помедленнее. Когда как автоответчиком говоришь, я не понимаю. Спасибо тебе. Тебе, если сложновато, говорю, вот у нас еще гость, да, можете говорить. Да, слышно меня? Да, слушай. Да, добрый вечер всем достойным. Просто хотел вот сказать, то, что Ибрагим говорит про палестинцев. Вот мне непонятно, когда кавказцы вот за этих арабов выступают в их защиту. Просто я тоже очень давно, 25 лет уже не живу как бы у себя на родине, я грузин, но я там уже давно не живу. И вот все арабы, кого я не встречал, вот все, кого я не встречал, из Ливана, из Сирии, из Египта. За русский мир. Короче, все за русский мир. И у меня свое отношение, я ненавижу Россию. Как я угадал, Давид? Да, я ненавижу Россию, как бы Россия оккупант для меня, она оккупирует в том числе то, что ты сказал, Ибрагим, Южный, там Цхинвальский регион мы называем, там нет у нас никакой Осетии, у нас на юге Кавказа. Да, я знаю, я вообще-то его там потаскал, да, перед тем, он там петушился, извиняюсь. Я ему говорю, ты вообще кто такой, где твоя родина? Ты взял вон от грузин, да, которые тебе близкие там по генетике, по культуре, короче, по исторически. Взяли, короче, против них с этой с русней, короче, и под их сапог залезли. Ты сейчас сидишь под русским сапогом где-то. Ну, он, короче, слился вот это. А так, как бы ничего не имею, да, против осетин, там, осетины наши, соседи по Кавказу, все нормально. Но вот эта тема, да, которая... Короче, тут мы как бы все близкие, да, там более друг к другу. Тут берут под этот русский сапог, лезут. И против своих же земляков, короче, готовы там гадить. Да. Чтобы ты понимал, Ибрагим, они то же самое сделали в Цхинвале, они все грузинские села, что там были, они просто сравняли с землей. Их сожгли, танками переехали, чтобы возвращаться нам некуда не было. И они всех грузин оттуда выгнали.
Но чтобы ты понимал, из этого вот Цхинвальского региона, чтобы просто попасть в Осетию, там невозможно. Там один туннель, там русские сделали, там в 70-х годах, только через этот туннель можно там попасть на другую сторону Кавказа. Это наша территория, они сами тоже это знают, но разговор в другом. Просто вот про арабов я хотел сказать, что вот когда кавказцы как бы их поддерживают, вот когда я с ними разговаривал, потому что они знают, что я ненавижу Россию, да, и когда мы разговариваем, я когда говорю, что я христианин, и когда с арабами разговариваешь, они плевать хотели на нашу религию, понимаешь? Но я им говорю, хорошо, я христианин, ты меня никогда не будешь поддерживать, но вот смотри, мусульмане, чеченцы, вот смотри, что Россия с ними сделала. Уничтожила народ, там сколько, 30% населения убыло, сколько детей, сколько горя принесла. Как ты можешь после этого еще Россию поддерживать? Оно же ваших братья по мусульмане, да, у вас же там покой, потом, типа, вы должны друг друга... Да, на меня хорошо ты наплевал, я тоже на тебя плевал. Не плевать я на вас хотел арабов. Кроме беды у меня в стране не принесли. Начиная там с этих захватчиков, с этого Мурмана, ублюдка, да, который там, что он столько с нами не делал. Мы его еще там прозвали глухим, потому что он просто не слышал крики людей. Вот он сколько там у нас убил. Эти арабы у нас сидели 400 лет, пока мы их пинками в жопу не выгнали из Тбилиси, из наших земель. Они у нас не смогли, нас не смогли до конца захватить. Мы выгнали с их книгами, с бедуинами, да? Но как вы можете, я говорю, вот чеченцев хотя бы не быть солидарными с ними? Понимаешь, они плевать не только на нас, Ибрагим, хотели, они плевать и на вас хотели. И когда кавказцы это не понимают, вот мне просто вот это непонятно. Они не разговаривали с арабами. Я тебе объясню. Эту картину делают как раз таки чеченоговорящие вот эти опущенные, которые не имеют ни к одному тейпу, ни к одному роду чеченского народа никакого отношения. Вот эти блогеры, так называемые, мусульманские, опущенные, чеченоговорящие, вот копни под любого копни, это не чеченцы. Да, чеченский язык он владеет, но все, больше у них чеченцы. Это полностью отвергать у нас все равно не получится, да, но тем не менее, да, много вот этих очеченившихся там с Дагестана, там вот этих всяких потомков мул всяких. Это да, но так, что они всех остальных болванят, да, и то, что все остальные тоже поддаются этому, там, многие, да, там, это от этого нельзя сказать. Потому что пропаганда работает в одну сторону. 30 лет, если против этой пропаганды не было никакой антипропаганды, конечно, люди будут думать, что это нормально так. И люди будут думать, говорить нормально, что евреев всех нужно отправлять к Аллаху, да, на концерт. Конечно, будут. У нас нету никакой антипропаганды уже полвека, народ в спячке. Дай Бог помощи евреям, Израилю, чтобы они отстояли свое, что эти арабы с ними только не делали, начиная от Асумара, которых выгнали их из своих земель, там в Арабии, они же жили там. Вот эти мусульмане взяли их там, тех, кого убили, никого не убили, просто выгнали оттуда. У них даже в Коране написано, что это их земля. Но они ненавидят, они у них украли религию, все переписали на их религии, весь Коран это Тора и как это сказать на русском, New Testament, Библия. Они взяли у них и Авраама, взяли Мосе, все у них взяли. И в конце они просто захотели их землю тоже забрать, и они владели этой землей. Пока вот в нашем веке, в прошлом веке евреи не смогли и не вернули свои земли. Но даже этого они не хотят. Вот маленький кусок у них есть, даже это не хотят им отставать. Они хотят их уничтожить. И почему вот кто-то должен вот этих бедуинов поддерживать, я просто не понимаю. В чем поддерживать? Чтобы угеноцидили опять еврейский народ? Почему? Зачем? Вот непонятно мне вообще. Зачем их поддерживать? Наоборот,
поддерживаю Израиль, поддерживаю евреев. Волк, как волк, бывает санитар леса, да, то есть он как бы какой-то баланс там контролирует лесу, чтобы каких-то этих не перевалило там. Вот евреи, они тоже санитары вот этой пустыни, скажем так, да, если бы они бы вот там хоть как-то бы это дело не контролировали бы там, я не представляю, что было бы уже дальше. И вот такой маленький Израиль, да, который там умудряется выжить, кроме респекта вот, в адрес этого народа, да, ничего другого как бы невозможно проявить. И еще я слушаю вас, как бы вы за возрождение как бы традиций вашего народа, вы за культуру вашего народа, вы хотите отделиться как бы от этих арабов, то, что они принесли вместе с их книгой, и дай Бог вам как бы удачи в этом. Я не знаю, и то, что я слышу, Это, как бы, видишь, сегодня, Давид, видишь, вот эта арабская идеология, да, там арабская, исламская, исламистская, как угодно ее можно называть. Вот эта идеология, ее нам сегодня насаждает русский мир. То есть это именно инструмент, которым они научились пользоваться. Вот такой вот. Через этот инструмент они нас и перед всем миром, скажем так, демонизировали, и им нас легче стало как бы уничтожать, и все как бы благословили это дело, потому что им как бы удалось нас нашими устами, нашими действиями вот так вот. Сегодня они там установили вообще 1600 мечетей, и полностью, и там, и даже вот эта тема, на территории Чечни, Ибрагим, столько? На территории Чечни? Да, 1600. 1600? Да. Всех, короче, там с бородами, с хиджабами там, и так далее. Вот эта тема, это как раз-таки оттуда на Европу они потом перекинули это дело. Потому что даже в Европу чеченцы, которые приехали, которые бежали от этой системы, да, уже оккупационной, поначалу вообще там пару процентов только были радикальные люди. А сейчас уже дело дошло до десятков. То есть вот оттуда это все сюда перекидывается еще на европейские страны. И, то есть понятно, что это идеология, она из пустыни, но вот ей как инструментами научились пользоваться очень хорошо русские. И это не только сейчас, это еще во время вот этой так называемой Кавказской войны, там тоже эта тема. Свободел, подожди ты все. Через вот этого имама Шамиля, Антитеррор. который шариаты там вот религиозно вот это дело топил. Так, кто это здесь такой шубутной? Это бутылка Шишан. Можно сказать? Ибрагим, можно спросить? Да. Вот я как бы и Коран много раз читал, изучал, и хадисы изучал, как бы меня интересует, так же, как и Тору я изучал. И просто вот у нас есть своя культура, да, вот на Кавказе у нас своя культура, как бы религия одна, культура другая. Вот для меня, например, как христианина, да, вот то, что в Библии у нас написано, это абсолютно вот вливается в мою культуру, как бы, и оно как бы обозначает мою культуру, и мы это принимаем, и там нет ничего против вот наших традиций, там наших как бы обычаев на Кавказе. То, что я читаю вот в хадисах, например, да, и в Коране, да, оно вот идет вот против нашей культуры. Там очень много моментов, например, в хадисах, где вот поступки, например, да, того же Мухаммеда, да, оно вот, если вот оценить, вот негативное будет отношение, если не сказать, вот кто это сделал, и вот повторить те же как бы действия, да, будет абсолютно негативное отношение. И вот просто у меня вопрос, вообще чеченцы, например, вы чеченцы здесь сидите, вот, они вообще читали вот эти хадисы? Они вообще понимают, что он делал, как он делал? Я с тобой не могу не согласиться, да, что там христианство, оно, скажем так,
культуру и какие-то там традиционные ценности, их не атакует. Это да, я с этим тоже согласен. Но вот дело в том, что ислам, который мы практиковали, вот чеченцы, да, там, суфийского толка, он как раз-таки вписывался тоже, понимаешь, в наш самобыт. И он нормально нам не мешал. Не только нам не мешал, а еще вот с вами, с другими соседями коммуницировать. То есть, несмотря на разные там религиозные вот эти взгляды, да, которые у нас на Кавказе как бы распространились, это не мешало коммуницировать, не мешало. То есть то, что мы... Окей, то есть это нам не мешало. А вот истинное вот это исламское учение, которое пришло уже вот в 90-е годы, вот к нам во время вот этих войн, после Первой войны в частности, вот оно уже полностью противоречит в корне. То есть абсолютная полностью противоположность нашей культуре. И наша культура, она недалеко от вашей. То есть ты примерно через себя даже можешь это пропустить, да, и поймешь, короче, что это полная противоположность. Да, я вот вчера сидит тут, вот наверху сидит антидерой, я его слушал вчера, и я ему вот вопрос как раз, вот вопрос я ему задал, что, например, вот когда человек умирает, да, вот у нас, например, принято, что вообще там о мертвом, да, уже ничего плохого нельзя говорить, наоборот, когда вы там... 40 дней бороду отпускаете, когда умрет? Да, бороду тоже Вы отпускаем. тоже это отпускали, да, 40 дней у нас тоже бороду отпускали. И даже... Там... Угу. Да, говори. Да, извиняюсь, перебил. У нас постоянно зато борода муджахидов. Да. Мы как бы даже вот у тебя враг, например, да, и он там, или сосед там, ты с нехороших отношениях умер, но ты все равно идешь на панихиды, как бы даешь, как бы, как это сказать, уважение проявляешь, все равно прощаешь, как бы, грехи прощаешь, все. И просто вот мне вспомнилось вот то, что, например, Мухаммед, да, вот когда люди там умирали, и если они оставляли долги, например, да, вот он им молитвы не читал. Молитвы не читал. Люди, у которых как бы были долги, он их лжецами называл. И вот так, вот там столько моментов в этих, и просто мне интересно было спросить, как у вас там в истории было. Да. Абсолютно не знаю. Брата, я у тебя перебью на секунду. Сейчас я тебе сейчас прямо, да. Абсолютно мы не знаем. Вот сейчас даже какие-то радикальные... Микрофон, я тебе сейчас передам. Один момент, не конфликтная ситуация мои. Даже вот сейчас, которые ходят радикально, вот я сам был там частично радикализирован, да, во время второй вот этой нашей войны, когда у нас позиционная как бы война, мы потерпели поражение, и все перешло в партизанское сопротивление. И я вот один из участников вот в таком джамаате, скажем так, да, который вот это религиозным делом подкреплен. И вот ребята, которые еще тогда погибали, да, там, в этом военных, партизанских вот это действиях, и я вот их как бы современник, их соратник, соотечественник, я не знаю, единомышленник, мы вообще об этом, вот те, кто там погибли, они не знали вот то, что я сейчас начинаю узнавать, там вот эту педофилию всякую, да, там изнасилования там какие-то, какое-то там земля плоская, на спине рыбы, короче, там Китай находится. То есть вот это вообще, эту тему никто даже не лез туда. То есть там было примерно продолжение тех же вот этих наших традиционных там суфистских пониманий, да, потому что вот этот салафизм, да, истинное вот это вот учение, они очень по-хитрому к нам зашли, да, как бы вот с таких позиций, что это можно не делать, это можно делать, вот так вот потихоньку, и как бы экспансия вот эта такая текучая, да,
И в итоге мы оказались уже в этом. И сейчас люди, вот ты когда пытаешься покритиковать что-то, да, мы это табу сейчас порвали, и есть уже много людей, которые могут это критиковать. И ты когда даже вот эту критику сейчас делаешь, еще есть люди, которые вообще боятся, да, полностью. Он явно видит, что там что-то плохое, вообще неприемлемое для человека, для чеченца тем более, да, там. Все равно он пытается вообще какими-то, я не знаю, дебильными там отговорками там, я не знаю, какими-то отпрыгивать с темы на тему, пытаться это оправдать всеми, короче, методами, вообще сам себя закапывая, не понимая. То есть вот не понимают, то есть даже сейчас, даже вот эти там бородачи, которые ходят, они тоже не понимают. Вот там у вас сейчас в Грузии наши соотечественники, которые в Панкисе, которых тоже радикализировали, к сожалению, они тоже не понимают. То есть многие еще не понимают, с чем они столкнулись. Мы еще не полностью в исламе. То есть мы еще... Извините, просто голос поздно приходит. Что хотел сказать? Вот, а если мы говорим вот то, что написано в книге Хадита, как это критика? Мы же не критикуем. Мы говорим то, что там есть. Мы просто говорим, что вот, например, то, что я сказал, как это вот в нашу культуру как бы вписывается. Вот можно сказать? Вот человек умер, у него долги, и даже молитву не надо ему делать. Вот как это вписывается? У нас такого... Я могу примеров сотни привести, я могу. В том-то и дело, что у нас такого нету, то есть мы это не практикуем. Еще не практикуем, понимаешь? То есть мы еще не дошли до этого уровня. Вот, например, скажу, вот, например, то, что Мухаммед говорил, что вот те люди, которые не идут на молитву, на обязательную молитву, я бы пошел и всех их дома бы сжег. Вот это в Бухаре написано, 41-я книга, там даже у меня... Вот... Смотри, когда у нас это религиозная тема началась... Просто агрессия ко всем. Мне тогда лет 17, по-моему, да, 16-17, и я иду на джумуа, на пятничную молитву. По-моему, первый, второй раз, вот что-то такое. И у меня на голове тюбетейка, короче, я так прикинулся, иду. То есть я вот начинаю познавать, да, впервые, что оказывается... В пятницу надо вот идти на такую общую молитву в мечети, где надо совместно, короче, проводить ее. И мой сосед, взрослый мужик на тот момент, который там еще лет на 20 меня старше, да, он увидел меня, я типа там в тюбетейке прикинут, и как-то с подозрением так на меня смотрит косо и говорит: ты что вздумал, говорить мне? Я говорю, вот иду в мечеть, короче, говорят, по пятницам как бы молиться надо туда-сюда, там, коллективно вот этот намаз делать. Он так на меня посмотрел, и на чеченском языке, короче, кто это сказал, и его полностью матом, короче, кто говорит, что надо, короче, в пятницу идти туда молиться. То есть он первый раз это тоже слышит, понимаешь? То есть у нас это вообще мы не знали, что это такое. Вот как бы 90-е, в середине 90-х, ближе к концу начинаем вот это приходить. Ибрагим, вот когда говорят про единство Кавказа, например, когда говорят, да, я в это никогда не верил. Потому что я считал, что на Северном Кавказе у нас там, да, есть хорошие отношения, очень хорошие отношения, особенно к ингушам я выделю, потому что я не знаю, как это случилось у нас, просто особые отношения к ингушам, но к остальным как бы нормальное отношение, как бы, как сказать, обиды как бы не держим, скажем так, не за то, чтобы все отделились от России. Эти обиды надо убирать. Вот эти обиды убирать. Они есть, я знаю, что есть какие-то моменты у нас, которые конфликтные, там, туда-сюда, но это не проблема их убрать. То есть воля должна быть. Да, я другой говорю, Ибрагим. Когда говорили, что, например, единство Кавказа, да, вот я считаю, что в исламе
в исламе, да, я не хочу ничьи как бы чувства обидеть, но в исламе заложено вот этот джихад, в исламе заложено вот этот ненависть к христианам. Я считаю, что вот с мусульманскими странами, вот, если сказать навсегда, вот исторически навсегда, да, я не думаю, что хотя бы одна христианская страна может быть рядом как бы в единстве, скажем так, в единстве вот с мусульманской страной, если они реально вот по исламу и по книгам. И я никогда не говорю, ну вот я слушаю вас вот с такими, да, вот я абсолютно уверен, что если вот, как вы думаете, вот вы Вендетта, вот то, что антитеррор, я послушал несколько его роликов, вот с такими, да, если вот такое как бы видение, такое, как бы такие будут преобладать на Северном Кавказе, вот я считаю абсолютно возможно, чтобы вот регион объединился и защищал общие интересы. Но пока там вот этот ислам, особенно вот такой радикальной форме, да, я не думаю, что это хорошее что-нибудь принесет либо вам, либо региону. Да, все правильно. Дайте мне поинтересоваться, вот Дави, да? Дави 001? Да. Угу. Так, Ахмеджан, извини, Да. тут вот один, который на лошади хотел высказаться, вперед тебе, потом тебе тоже дадим слово. Навчимо тогда измек, что еще швинник отладался личным вопросом к вам обоим. Один момент. Этот гость хочет на чеченском что-то сказать. Ну, мы с ним чуть-чуть переговорим, потом вернемся. Ну, хорошо было бы, если на общем, поэтому. Не, брат, личное просто, не обрисуй. И антитеррор, Олег, и с видео, что я делал, это есть, это есть, и уй, бля. Дело, кстати, ешу. И уй. Делал, это есть, поймешь, лишь. Ну, лишь сумба дедич. Цагинай, цахалов нет, короче, щегер как бы он дополняет творцу, но потихоньку ищется что тебя моделишь, да, я не исходил из Боша, и он сейчас как бы вообще от себя там ничего не добавляет, то есть сейчас моделишь, да, видите? Вистул шуиш, знаешь, понял? Делдава, вот так. Стоп. Конфликтная ситуация. Som alreeptegam hommel. Ibrahim, vist ka letansa dukkensti Если что, слушают, то атакуешь. Allah reis koyuluşun. Hacı hatiga yazın вот şişan. Şişan. Обалденно, я вам докупил. А бесплатно, хадисам докупил. Вот это шишан, оно отслон. А все, короче, стою на волчку, сейчас чуть-чуть. Вist ka orada da okuyoruz. Dokudun ayağına yazın. Pederaz olmaya yolca Allah detayı. Okeytari Peder. Emelo ne diye bir şey. Pederaz. Ayağın da zaten. Hodaya bu zdasa da vist khalit dinlilor. Так, ладно. Вот этот Ахмеджан, да, говори. Я хотел вот поинтересоваться, вот, может, неправильно сейчас прочитаю, Дави. Да, Дэвид. Не слышно тебя. Ну,
насколько я понял, ты... Что я? И вот что я хотел... Я не слышу тебя, Да, дорогой. Я не слышу тебя. Ты, насколько я понял, ты христианин, да? Да, грешный христианин, да. Да, не знаю, как правильно. Христианин. И вот это христианство, как вот вписывается в Кавказ вообще? Вот. Я считаю, что как раз христианство и вписывается. Ахила, подожди, брат, дай поговорить, дружище. Давай, без проблем. Если что, вообще, так шумгла, але шум, получше. До хазяин, мою отказала. Синзе низу ешь ора. Ибраим. Делается. Побусу. Соце ама дяхкере фусо процей личте интерес сусо ама дяхкере. Отwas твой 2-3 километр вахахин камеш ди бсу декишти хума ди дас бос хуик хата дас. عطي صوص давай عطيلا камел дагеш дава ди дуай даца короче там Ja, han gusto så kamel det för så att jag tror att han måste visa då vart de кейс давали så där då. Стажа супер. Я сконцентрируйся и давай быстро тему. Контролем, что я صعبصل موي. 172%. Я 72%. И моду. Я как бы математически примерно вычислил, что я могу только 72% принять. И то я как бы сейчас это все изучаю. Я не могу принять ни педофилию, я не могу принять ни инцестные какие-то родственные вот эти браки. Я не могу смириться, там, чтобы женщин насиловать, да, там, захватывать каких-то этих. Ну, хай что затребовали, да? И что такое? Хайниц, диза доста. Нет, вообще, да. Не то, что абсолютно никто не имеет права вообще женщину какой бы национальности, вероисповедания, как бы это ни было, человек. Я это все посылаю коренными зубами в пустыню, вот это вот все. А все, что там... Оно к чему тогда и царя, когда он отличный вопрос, ну что, почему царь что Сучу, адык мелдек, дуй из тилоцлер, сучура лоц, адо едино, любой там моральный кодекс, японский, короче. Из Свободен, Ибраим, اشتغل مسخيون هن حاو أتوت سنة أهدين هن ويجد ندوت هندين تيران ويجد نديك هايوسا ديل تيش بايمر بقويش فيو 100% sen ويجد نديك هايوسا окей ты со антунде бос дел تعويش بايمر بقويش فيو дел 100% делах тиеш усо. Можно разрешите мне договорить? Сейчас от меня буквально пару минут, просто у нас тут один вопросик был. Паэмур дага нагасан и паэмур педофилы, и гумнеш очамавицер хадишка из Валлаха вообще так гумяцах. Вообще, حديث вообще, наверное, если я движу другие, так гумятся, нагасан от хадиш, навичо, насильники, хуй из 11 зучун, олж хадается, цан бюсен, цауз белича, целюч, ходуют лица вообще, наверное, какие-то умы, вообще, Цана упараши лелеца петух, мальсучо хаюичок. Из Нагасан хаюичок, из Валаха это петух натуральный. Нагасан дел вайтен иштадо Коран накрыл цацул дикум ниши очо. Цик-цик-цик-чо киек бинчо кердуха дик. Нагасан ишт понимания и Валаха чо шаддек нормально обулдо.
Но отчур и палец, и свон, бадидич. أشهر يوبروز درس أشهر يقال عاديش حديش وحديش تيش مش رح حديش تيش ما وبشي خزة مش رح خزة عاديش Разделишь, что возможно. صعد هذه يشتغل صعد شيء. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 6130 Сахих аль-Бухари. Я играла с куклами пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заводил домой, они прятались от него. Но он снова послал их ко мне, и мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. Бисмилля. То есть, бедмесячный долдалось. Бергала Айша, отец, поймарса, не кряхотешь. Так, 65 сур, 4 чуа. Аллаху 100% любой бусоптаган и поймар век халмагуаш, то есть берцвиш. Васай омелам бубало, что всегда лорду и банкастири обладали. Это из ваших женщин, которые в силу своего возраста отчаялись месячных, для них срок айда предписан 3 месяца, как и для тех из ваших самых юных жен, у которых еще не начался менструальный цикл. Потом третью категорию идут женщины беременные. Для них срок айда начинается, когда они сложат свою ношу, то есть родят. Что получается? Ислам это 100% можно в исламе быть PDF-файлом. Да, как пророк. Я думал, это только пророку можно. Оказывается, мусульман может. Еще не начался менструальный цикл. Валия. Нет, ну, кстати, 1422 сайт. Sobat dek doēc, duš te arboma tā dieš to daļovek, arboma tā duizja. Давай. Сурā dohađu. Sobat с Богом, вечер duš to aizam. Арба матхият. Хабардах арба матхият. С Богом, айгладуа. Хон арба матхай. Вечер duš to aizam. Boz bornik çördüğüş, duk savaya boğare muslim, arancır ayet du. Машада. Хакара телефони. Ладно, короче. Добрый интернет, что она я телефон городу очень. Чуть-чуть. А Машаду, она делала. Стоп. Чуть-чуть паузу сделаем. Поэморин, дуэсен ченацун, хилхан, нуксанис. Чуть-чуть паузу сделаем. Ты ему назвали. Ты ему написал. Обратно. Поэмори Машадарцун, поэморал дуэсенче. И мечур дюшт валан свеги. Соборди асфун атвет делар сопаэмори хэмер уэлэр асфун. Атвет муласун. Поэморал Машадош дуэсна маамар. Поэморал Машадош дуэсна цагаун. إذا تقاوم جواب تلدي زردو بايمرل مشدوش دوسنير شو بايمرل اس هايدل چون جواب لونسون تصو شكل باينس او تصو شون ديك دوسون تصو المنتج المنتج واتفواتي هذا حسب استقل يشوكو Алло. Освет 3000 километров. Давай, километр счета, поэмори Машадар бо своектуну поэморал дуэсенджи, он то жуап датя. 40 лет было пророку. Берен هاي كاتن شو الوطنوسون تصغوا عونا متغائت عني بير الغوش لك عونا متغائت عونا ما ده كذا دغيتوات لانوا هاي قاتل вообще جيب пацан дони короче наверное фиттер аккуратно давай жопа короче давай жойщик короче давай хаттер дي
حبرشل ديك دو أسنت إيش دوتون حتقل يتوه حبرشل يتوه كتوه كان حركات إنشون جواب لا تحسد آخر يا حطقي برشل شو أسنت حتى دي أخويا يا شو Так. Брашали, что-то сразу короче. Один У меня такое ощущение, как будто вы вышел про чуть-чуть. меня всякое нехорошее. Успокоиться, чтобы уравновесить и не было каких-то в одну сторону вот этих перетягиваний. Вендетта тоже на пару минут бисмилля, как говорится, выходит. Можно И сейчас мы вот одну тему добьем, потом поднимемся и закончим. Продолжайте, как есть на русском языке. Он все внимание принял на себя, и у вас ничего не люди здесь слушают. Да. Пускай слушает на русском языке. Вы говорите про религию, пускай слушает про эту религию свою. Именно ему персонально на чеченском языке не надо. Пускай на русском языке слушает, и другие пускай слушают. Здесь гости есть, уважение гостям должно быть. Да, вот я еще вот эту недавно у грузина хотел поинтересоваться, и до конца мне не дали сказать. Вот я брата грузина спрашивал, как у вас христианство с грузинами, с Грузией вписывается. И вот еще концовка была вообще, как религия вписывается в Кавказ. Можно говорить? Да, говори. Сразу. Ахмед, я считаю... Аж может, да, ты что? Да, отвечать можно? Да, говори. Да, брат, я считаю, что вот христианство, вписывается, потому что оно основано на взаимоуважении, оно основано на доброте. Там нет никаких злых умыслов, нет никаких злых пожеланий своим близким или там чужим, или даже врагам. Там только уважение, там только забота, там только служение Богу в правильных делах. Поэтому я считаю, что вписывается, брат. Вот христианство вписывается. И поэтому за эту религию нашу мы умирали, наши предки умирали и сохранили. Я считаю, что оно вписывается в традиции вот наши. Что еще хотел спросить, брат? Да, вот. Как бы... Я считаю, что главное в религии, вот у всех свой путь к Господу, кто как ей хочет дойти до Господа, у всех свои пути. Но я считаю, что главное, чтобы вот религия, там не было зла, не было там вот то, что я читаю там в исламе, например, да, там убийство, там насилие, там изнасилование, вот вещи, которые вот я не считаю, что Бог когда-нибудь, вот Бог, мне сложно на русском говорить, что Бог вот этого хочет с нас. Я считаю, что если Бог хочет там кого-то убить, кого-то что-то навредить, Он сам способен это все делать. Вот я не считаю, что любая религия, которая говорит о насилии, оно идет от Бога. Я в это не верю. И в христианстве у нас нет никакой, абсолютно никакой насилия, у нас там нет ничего аморального, там нет, там сдержанность, там просто любовь и забота о всех. Молиться, даже молись о врагов. На врага, вот даже к ним надо вот с молитвой, прощение просить. Понимаешь, оно доброе, очень христианство, оно доброе, и поэтому я считаю, что вписывается, и да, там у нас абсолютно все. Это тоже, знаешь, вот с того времени, как христианство реформировали, скажем так, да, потому что там то, что было раньше, там тоже вот эти крестовые походы, потом инквизиция, не инквизиция, то есть вот эти дела, они, к сожалению, христианство тоже грешило вот таким вот. Ибрагим, можно сказать, вот насчет этого я хочу сказать,
Да, я сейчас не для того, чтобы там... Не, я другое хочу сказать. Не в плане их Просто смотрите, если там Библию взять, вот то, что даже крестоносцы делали, оно не вписывается в Библию. Это не по-библейски. Вот есть одно, когда вот у тебя есть основа религии, и там у тебя есть возможность манипулировать. Понимаете, вот в исламе, например, там прямой призыв к джихаду, там прямо указано, что надо делать с иноверцами, там прямо это база. А в христианстве у нас этого нет. Если кто-то там идет за рамки Библии, видишь, не можем говорить. Я просто больше чем уверен, да, что если сегодня чеченцев каким-то образом взять и, скажем так, перекодировать, что ли, или пересадить, из ислама в христианство, да, вот каким-то образом, вот такое вот даже если бы произошло, то русский мир, да, который там постоянно вот пытается под своим сапогом держать вот эти вот там малые народы, и в частности чеченцев, которые постоянно хотят вылезти из-под этого сапога, они с легкостью могут возродить и вот такие традиции. То есть, к сожалению, такая опасность, раз это уже один раз применялось, где-то было, то какой-нибудь ублюдок или какие-то ублюдки, да, как в частности вот во главе России стоят вот эти банды, они с легкостью могут возродить, скажем так, вот это вот былое дело. Поэтому вот это обезопаситься тоже не получится, я думаю, даже вот таком, даже если вот такое какое-то развитие ситуации будет, лучше всего, да, там, это когда общество, оно, скажем так, просто более цивилизованно, более грамотно, да? Думающие. Да. То есть, чтобы не давали, чтобы могли духовное оставить в разряде духовного, а уже все остальное. То есть культура должна быть культурой, духовностью, там, наука и вот так далее. Ибрагим, чтобы вы понимали, например, я вот этих русских, да, и этот РПЦ, или как они там называют у себя, я их христианами не считаю, брат, я не считаю. У меня вот с ними ничего общего ни в Христе, ни за Христом, ничего общего у меня с ними нет. Вот как говорите... ты видишь, ты же понимаешь, что они вот этот инструмент у них там работает. То есть, что у них, когда даже человек идет исповедоваться, да, его исповедует человек в погонах, и его исповедь куда надо потом передается. Да, то есть это так вот работает. Я прохожу вот эти РПЦ, у меня в городе их двое. Вот если я прохожу, одним иногда приходится проходить, я просто вот перекрещиваюсь и плюю. Понимаешь, вот мое отношение к ним и к их вере. Это хуже, чем безбожники. Это вот как шайтаны. Для меня вот они, вот вся их вот эта структура РПЦ, там ничего общего с Христом и с христианством там нет. Так, перебью тебя. Дадим чуть-чуть высказаться, Ахмеджан. Чуть-чуть будем так микрофон перекидывать друг другу. Только мы сегодня говорим желательно на русском. Шишан, если у тебя есть возможность, ты можешь даже по-чеченски задать вопрос, но я буду на русском языке это говорить. И, кстати, к тебе тоже вопрос. Вот это шиш-ан, это что такое означает? Это от слова шиш – бутылка, или от чего это вообще? Что это такое? Han lutscher oli taas, kun se on avos tuvalta telefon hakijat. Så det har vi godt så omkring det. Нохчо это не шишан, нохчо это нохчо, а шишан это вот. Az nokcsó اشتیاز orszani az inok.
Yazıyaşsan yaztayına, yazıyaşsan yazuşa hilça лучше пиши. Но Google что ресурс модуль, идешь сам вот это шишан, ты уже... Вот я здесь видел, я коротко сейчас расскажу. Мы с одним общались с одним парнем, и я там разъясняю, что нам нужно фамилии всем менять. Вот эти окончания русские, ов, ев, они нам не чужды. То есть чеченцы максимально должны попытаться убрать это, выхолостить. И вообще эти фамилии, они не наши фамилии. Наши фамилии – это наши тайпы. И вот эти окончания ов, ев... Стоп, эту тему, мы об этой теме говорили, да? И вот этот парень с нами, который слушает, он говорит, а я поменял, говорит, фамилию. То есть здесь в Европе он проживает. И я так удивился, молодец. Я говорю, и на какую ты поменял? И он такой говорит, Шишан. Блин, я чуть не упал, короче, да? Лучше бы ты Володька оставил, чем на Шишан, короче, поменял. Какая разница? Валия. Да. Вопрос, ЛГБТ, педофильство и вообще это чувак, Милуать. ЛГБТ, ты сказал, что ты против ЛГБТ, но ходишь в Европе против педофильства. Я не... Как против? Против я не могу, если ты, например, какой-то неправильно, да, какой-то, ну, в моем понимании, если ты какой-то... У меня такой, хорошо, у меня такой вопрос прямой тогда. Я не о тебе, я вообще говорю, вот если какой-то чувак, он какой-то левый, не такой какой-то, то быть против него, ему, с ним, его пытаться по башке там избить или что-то ему делать, да, и что изменится, что ли? То есть, если ты какой-то Зверев там, то, короче, носи на здоровье себе это дело. Только не надо. Я, например, противник того, чтобы ты своим задом перед всеми в обществе, короче, свой зад на повестку дня выносил. У нас в нашей культуре, у чеченцев, у нас обычные традиционные отношения между женой, мужем, между женщиной, там, мужчиной, о них не говорим. То есть это как бы приватное, это то, что в обществе о чем ты не можешь говорить. А тут ты еще свою задницу на повестку дня будешь выносить, я извиняюсь. То есть я против вот таких дел. Короче, ты не поддерживаешь. Сказать кое-что. Давай. Да, вот ты сейчас сказал, что вот вы живете как бы там в ЛГБТ. Я не сказал, я ему говорю, ты против педофильства и ЛГБТ, всем против, он 73%. Вроде говорит, что в исламе и остальное, не знаю, где он находится. Да. И ему позвонили, по-моему. Можешь говорить пока, Давид. Так, прямой вопрос. Я хотел сказать, что вот доля геев, да, вот которые рождены, вот у них там по хромосомам, вот у них такая склонность, да, оно приблизительно одинаковое то в Европе, в европейских странах, то в Грузии, то в Чечне. Оно одинаковое. Вот есть определенное количество людей, которые такими рождаются. Понимаешь? Ну, сейчас хорошо, тогда не знаю, как это медицински уже доказано, брат. Вот это доказанные факты. Не вы там более ты мужественнее, как бы чеченец, европейец или он. Это не важно. Вот есть там 3, 4, 5%, они рождаются в любой нации. Просто такими рождаются. И что мы должны сейчас их просто убивать? Что вот почему мы должны их ругать, как бы их там как бы насильно что-то заставлять делать или как бы унижать? Вот почему? Если они неправильно что-то делают, по нашей религии они неправильно делают, да? Вот у них будет... Да, можно такой вопрос? Они там ответят.
Понимаешь, вот в Европе тебе не учат тому, что вот это непонимание и у нас происходит. Они думают, что здесь как бы наоборот европейские страны, да, поддерживают, вот наоборот хотят, чтобы мы стали геями. Нет, брат, такого нет. Здесь тебе, вот детей, вот у меня дети, они в школу ходят, да, их учат, что ты должен уважать всех. Ты черный, белый, ты мусульманин, там, буддист, ты, я не знаю, гей, там, трансгей. Кто бы ты ни был, здесь учат уважение. Вот в обществе у нас нет шариата, брат. Мы живем в демократических странах. Здесь наших детей учат уважай всех. Никто тебя не заставляет там становиться и делать то же самое. Но уважать ты всех должен. Ты какую религию? Я христианин. Я грешный христианин. Я не полностью, как я не живу. Я понял, можно теперь. Ты можешь просто одними вопросами ответить, это у тебя очень долгий диалог. Ты сейчас, я тебе такой прямой вопрос задам. Ты поддерживаешь ЛГБТ или нет? Я не поддерживаю. Почему я должен? Нет. Нет. Я не поддерживаю. Но если, например, я встречаю гея, я вот в обществе, да, я с уважением отношусь. Хорошо. У меня сейчас такой вопрос. Ты мне говоришь, что у тебя дети находятся в Европе, в школе учатся, да? Не в Европе, я не в Европе, но дети учатся, да. В Европе учатся, они вместе? Не в Европе, в Австралии. Я в Австралии живу. И что дальше? Ну, понял. Сейчас вот такой вопрос у меня к тебе. Твой сын, наверное, так скажу, твой сын познакомился с ЛГБТшником, с каким-то заднеприводным. И он, да. Не дай бог, они... Давайте тему сменим. Это заднеприводная тема. Можно ответить? Нет, можно я... Не, сейчас интересно. Не надо эту тему, не надо. У нас чеченцев между собой мы эти вопросы никогда не задавали. Ты одобряешь, не одобряешь. Я никогда не слышал, чтобы чеченец эти вещи говорил, ты одобряешь. И у нас никогда у чеченцев такой темы не было. У тебя эта тема. Если чеченцы в Европу приехали, типа они здесь одобряют. Ты лучше задай вопрос, почему чеченцы сюда приехали? Почему многие чеченцы не могут домой поехать обратно? Какая еще одна тема? Это приводная. О чем мы здесь серьезно? Какой-то задний привод. Даже ночью вы освободиться, ну man это бред, то это ветеран всех молод. Освободиться, ну man что هذا خلنا نرتقوا وين عيوتك задний приводной. Это бред, то это я ценю, чеченцы, они вопросы с женами такие не обсуждают. Лишние вопросы даже с женой. Есть чеченцы, которые вечером... У нас полностью в нашей республике идет промывка мозга полностью до основания. Если ты выключаешь... У нас в канале нормальные гости, которые ведут нормальную эту тему. Хорошо, мы как раз эту тему хотим разъяснить, что на самом деле происходит. Это я стараюсь сделать. Он как будто первый раз зашел нам в канал и спрашивал, здесь каждый раз они здесь сидят. Зачем мы ловимся на их вопросы? Ветеран, такие неудобные вопросы, они будут 1000 раз возникать на других. مش توال وغير توفي هم دعالي تا إبرانك حتى دعوي وانت عمينوتن فبستي سوش واتر ويك سند عي إزويق بالو وعاخين وقع وبوا ويك عدوز غير توفي أنا ما تقول غيرش مويسة. Давайте дальше. Ибраим, поддерживаю, это бабока, Поддерживает, я смогу.
Шишан, могу я тебе ответить? Вот ты начал не до конца, но я понял твой вопрос. Я могу ответить тебе? Вообще поддерживаю. Я вообще не знаю тебя, как там зовут, Давид. Я вообще к тебе не хотел этот вопрос задать. Ты просто... В государстве, да, вот Но я тебе отвечу, брат. Вот если дадут мне ответить, я тебе объясню. Сейчас я передам микрофон. Вообще вот этому Шишане я хочу ответить, что в демократическом, например, чеченском государстве, которое, по сути, демократическое по нашей конституции, наше государство демократическое, правовое, осталось нам только вернуть его, да? Вот в этом нашем демократическом правовом государстве, если будет выдвигаться какой-то вопрос именно вот такого характера на повестку дня, я один из первых противников, кто будет как бы против вот этого дела, да? Против, я как имею в виду, чтобы этих людей там за ними ходить с фонариками где-то преследовать, я не о том. Я имею в виду, чтобы это в общество не популяризировали это дело. Об этих людях там говорили, там что такое, что-то в этом роде. То есть у нас в нашей культуре, еще раз повторяюсь, да елки, кто в этот микрофон или контролирует? В нашей культуре, в частности, в чеченской культуре, вот это вот дело, да, интимного характера, скажем так, когда речь идет о отношениях каких-то, вот этих интимных делах, об этом даже вот детей своих на руках перед людьми носить, там, с ними заигрывать, вот таким заниматься в нашей культуре это неприемлемо. То есть на виду у всех там или о своей семье с кем-то разговаривать, то есть о своей жене. Вот у нас вот такая вот культура, именно уклад вот такой культурный. А тут еще, чтобы задницу выносить на вот эту, на показ, да, всем, и об этом говорить, короче. Просто эта тема, она не, для меня лично была, есть и будет всегда неприемлемой. И если в демократическом государстве я буду иметь право голоса, да, я всегда буду против вот этой темы, чтобы ее выносили или чтобы об этом как бы прилюдно там говорили или популяризировали это дело. Шишан, я могу ответить тебе? Я слушаю. Да, вот ты говорил, что, например, если бы у тебя был сын и у него был друг, да, такой. Вот я тебе так скажу, у моего сына как бы нет таких друзей, потому что у него интересы другие. Давид, этих людей, Давид тебя зовут, да? Да, меня Давид зовут. Давид, можно там просто по-быстрому там ответить? Я понял, у тебя нет, я поэтому сказал, не дай Просто Бог будет. интересы там разные, Шишан. Там Я понял, нету, но не дай Бог у него будет, ты что ты сделаешь? Мы с ними, брат, вот я и ты, например, да, мы с ними не просто не будем дружить не потому, что вот что они делают. Нет, просто интересы у нас разные. У них другие интересы, брат. Вот они интересуются, например, давай это оставим. Хорошо, я понял. Я общий вопрос, Давид, не хотел тебе этот вопрос задать. Просто я это Ибраиму хотел к чему-то подойти. Я думал, он поддерживает это. Убивать, брат, насиловать, избивать. Вот это не надо, брат, делать. У них своя хватает, понимаешь? Надо просто ко всем, когда ты живешь в обществе, там есть и такие. Надо ко всем относиться с уважением, брат. Если кто-то придет тебя, начнет там трусики снимать, это другой разговор. Но они этого не делают, брат. Они живут, пускай они делают то, что хотят. Это нас не касается, брат. Мы должны с уважением ко всем относиться. И только это здесь учат детей. Просто уважай всех одинаково. Никто не говорит тебе, дружи с ними, сделай что-нибудь. Нет, просто относись ко всем уважением. Вот и все. Он тоже знает эту... Нам в Чеченскую республику еще лет 15 назад привозили известного гея России Зверева. Ему с уважением дарил часы за $100 000 Рамзан Ахматович. То есть они тоже знают, только им почему-то вот сейчас
когда в Украине, вот это, на Украину напали, на этом фоне начали там какие-то вот эти пропаганду гнать, что там какие-то геи Украины хотят захватить Россию. И поэтому они сейчас не поймут, да, вот такая вот тема. И это не проблема, об этой теме можно здесь говорить сколько угодно. Я, наоборот, за то, чтобы вести просветительскую работу, без разницы, да, там, какие-то даже неприятные моменты, мы просто соблюдать будем, там, культуру общения, и все, а так любая тема приветствуется. Дорогие, можно вопрос тоже Шишане задать? Я задам несколько вопросов ему. Я тоже такой вопрос, брат. Я тоже хочу задать. Вот ветеран уже давно хочет высказать. Извиняюсь. Не, я что хотел. Мне приятно, что здесь грузин находится. Нам с грузинами надо устраивать отношения. Это братский народ. Но у нас, когда начинает гость такой, и тема пошла, начинает про педофилию. Что это? У нас такая проблема, что ли, между чеченцами педофилией, что ли? Мы о серьезных вещах говорим, что как с соседними народами, что эта религия, ислам сделала с чеченским народом. И этот человек все внимание на себя. Подожди. Династия Шварцмана. Så delchte شو أهديت شو ده هم شو خيا so delchte شو هكيودو قال. Ислам, дин свой, что один. На русском языке я вещи, что я как есть говорю, в отличие от тебя. Давайте без этого гостя мы и так можем тему продолжить. Он слишком много времени на себя отнимает. Не надо отвлекаться на эти вещи. Хорошо, тебе сколько лет, ветеран? Давайте на другую тему, давайте. Хочет говорить. Шишан, ветеран с тобой не хочет говорить. Вы с Дэйвом тогда сейчас докончите, да, там дискуссию, и потом ветеран тоже может новую тему. Давид, у меня Давид вообще... Если что, я готов с тобой днями разговаривать, если что, мне звякнет, Шишан. Мула? Говорю, я днями с тобой готов говорить, если что, мне звякнет. Хадисан, да должен. Давайте не будем ловиться, я говорю, не отвлекаться на него. Давайте продолжаем. Нам что, нечего, других проблем нету. هون интересно, рваться с почва раскабот, это борховец вахин, он интересно вахин. Давайте на другую тему, давайте выключайте его, не надо отвлекаться на него. Сейчас они с Дэйвом дискуссию докончат, потом ты начнешь другую. Дэйв закончил. Антитеррор. Да. Дэйв не закончил. Да, слушай, Ибрагим. Что-то спросить. Можно спросить? Да, спрашивай. Ага, да, вот Шишан, ты мусульманин, да, Шишан, я так понял? Не понял. Ты мусульманин, да, я так понял? Да, я мусульманин. Мусульманин, да, вот у меня такой вопрос. Вот как ты смотришь на то, вот что у тебя написано в книге, в которую ты веришь, да, и в ваших хадитах вот про джихад, про отношения с христианами, взаимоотношения с христианами. Вот как ты считаешь, вот эта твоя религия тебя не мешает, например, выстраивать дружеские отношения, например, с грузинами? С Грузией, там, с Арменией, я не знаю, там, с Осетией, например. Вот как ты считаешь, вот ты это все оправдываешь, что надо против нас джихадом идти, джизью на нас как бы ложить, вот отношение такое выстраивать. Вот ты за это? Вот как ты на это смотришь? Подожди. Так, кто говорит враждовать с вами? Ну, джихад, призыв джихада? У тебя прямо написано? Призыв джихада, я скажу тебе, для меня призыв... Один момент. Сура 5.51 аят. Сура 5.57 аят об этом говорит. Сура 3.28 аят об этом говорит. Сура 9.29 аят об этом говорит. Можете открывать сейчас и читать. Подожди. Я тебе так скажу.
Давид, я не настолько глубоко не разбирался в религии. Для меня пятикратная намаз, Я верю, брат. Я мечеть проехать, и то, что знаешь, что верит в пророка, Бог един. Все, что остальное, там, столбы, я знаю все, то, что мне надо знать. Я вот сейчас иду к тому, что если религия была всем вот так, там, давайте изучайте, мы тут все с ума сошли бы. Это еще столько времени, науки, всю жизнь надо вкладывать в эту религию, чтобы знать, а не так тут сидеть и рассказать, то читать там с интернета, вот это, Бухари, там, он то сделал, вот это сделал. Не для всех это дано, понимаешь? Я все религии уважаю. Ты на мой вопрос ответил, Шишан. Вот я сейчас скажу то, что я хотел сказать. Просто я впервые задал тебе вопрос. Вот я услышал тебя. Я услышал, что ты ничего не знаешь про джихад. То, что призыв к джихаду, то, что надо делать, захватывать других, как бы, то, что с ними надо делать иноверцами. Ты про это не знаешь, брат. И я тебе скажу... Я это знаю. Сейчас, подожди. Ты видишь, насколько сейчас, вот тут даже скажу, на религии разошлись. Он там один говорит, там другой 73% верит, там на 50% верит, там 10% верит. Это место, где можно религию, что ли, оспорить, или я не понял? Брат, у тебя прямой призыв в религии к джихаду. Твой пророк, он даже благословил коней, потому что они использоваться должны быть в джихаде против иноверцев. Понимаешь? У тебя прямой призыв к джихаду. Вот у меня, например, проблема с этим. Понимаешь? Что просто невозможно быть в дружеских, братских отношениях мусульманин и христианин, потому что мусульманская вера это вам не позволяет. Вы вот этой книгой, да, прямо записано, что вы наши враги. Слышно меня, Ибрагим? Да, слышно, все правильно. Да. Если я не прав, вот исправьте меня, если я неправильно что-то говорю. Все правильно, я могу зачитать. Так, куда делся Шишан? Я понимаю, что они не знают. Шишан, возвращайся. Ну, видишь, вот мы сейчас в режиме онлайн, да, как бы сами, да, выяснили, подтвердили, ветеран, свободу делать. Мы сейчас сами выяснили, вот здесь в режиме там онлайн, чеченцы, тот, кто сюда зашел и удивляется, да, там, как вы вот так, или вы не верите, вы столько верите. То есть человек, который сам удивляется, он сам нифига не знает. И вот так вот повсюду, понимаешь? То есть это массово вот так. Я поэтому тебе объясняю, что наши соотечественники, чеченцы, они не знают свою религию. То есть нам объясняют то, чему нас научили, да, это вообще другое. И, к сожалению, мы пошагово, степ-бай-степ, по шажочкам идем как раз к истине вот этой, приближаемся потихоньку, идем, то, что у нас радикальные люди, то, что у нас в Сирию куда-то вот эти поехали, там тысячами, то, что у нас... Ветеран. Что хотел сказать? Пришел грузин, и он начал говорить, что он сторонник независимости. Я, как тоже сторонник независимости нашего народа, он тоже у нас разговор, если на эту тему пошел, думаю, многим интересно было бы. Этот человек начал про какую-то педофилию. Это же несерьезно получается. Мы с этой темой, если представители других национальностей, есть о чем нам поговорить, человек все внимание на себя и затыкает меня, тебя, кого угодно. Мы даем ему слово. Не было... Эфир, что диктаю, чун, вот то, что я наблюдаю, наоборот, как бы голов чун, он халхиет цаба у нас. То есть, наоборот, вся вот это, когда у нас, мы наоборот здесь разъясняем, что к чему, да, кто на религиозной теме, кто на другой теме, короче, облапошен, мы вот это сейчас разъясняем, и мы тратим время, уже 10 раз мы потратили время, чтобы разъяснить, что его выкинуть надо, что закинуть,
как-то я не пойму, наоборот. Или мы же по теме какой-то говорим, и всем интересна эта тема, и Давиду интересно, и мы разъясняем Давиду и всем остальным гостям. 100 человек, 100 с чем-то человек сейчас сюда зашло, ну, на 90 спустилось. То есть людям интересно, это всем надо знать, что происходит. Как вот с религиозной вот этой стороны, как со всякой ЛГБТ-темой, как дурят чеченцев, да, вот. Это неплохие темы, я же могу. Ибраим, дурят по году Мацахитеса. Вот дурят, то есть говорят, что там в Европе где-то еще вообще люди с катушек слетели. Не с катушек, обычно. Сейчас пару минут на чеченском поговорю. Я тебе объясню. Я тебе объясню, смотри, я тебе просто объясню. Вот в европейских странах всю вот эту ЛДПР-систему, ее не суют вообще на экраны телевидения, понимаешь, как в России. Вот в России вся вот эта вот как бы тема, да, там все, кто вот в этом телевизоре, Киркоров, Басков, Билан, какой-то Малахов, я не знаю, короче, ну любой. Не, любой, вот, в России любой вот это. На экране телевизора, никакого педофила. На экране телевизора любой петух Баскова привозят, он становится народным артистом Чеченской Республики. Это что такое? Всю петушную туда завозят. И это как бы никто не видит, и какую-то в Европу туда лезут. Боятся каких-то европейских геев. Все, говори, я просто чуть-чуть разъяснял. Аса, хохчу, айдо та и нохчоли тагали ветеран алага. Нохчоли чу независимость чу. Независимость чу сонза хинсан мадар эдукасе. Но да цада хинсан шу игайт это бамабат. Независимость гайтей. Шоинс, сега ухоз, Европа ухоинс, отсубохо, задахки независимость, со утсулуш. Цаханчо алгойтер дубовцуинс. Хинцан это гайт, варьет рац, айгилет мабачо. Духа луш терду, хадицада. Хугайт это бац, тахиетсу. Что надо показать? Независимость есть хуё. Вопрос. Он независимость есть что на хутабу, социальный делай. Что за вопрос? Ты, бля, сам подумай, ты хочешь быть независимым? Конечно, хочу. Я что, рэп, что ли, чтобы не быть... Представь, я должен хотеть быть как чем-то, собственностью чьей-то. Блин, просто сам на вопрос свой посмотри. Ай бог чун, газон, блядь, бог. Охтва био ценес. Хюг дуйчвац изам сайгер дел кассиакюса. Шук нормально выступил, что шум деза, шук нормально выступил, что цедеза, шук нормально выступил, что с Богом, независимость есть, дутро, что независимость есть, хотя вопрос он тяжкий, бонус, что тот церча рездо, что лишь душу цабол там муэлер под кого-то ходить. То рездо челдиш хачи хинсан шу гайт это млабац Бога шу из Украины да он бой цигадах кишо что роды бы цана хинсан шу и Бог дуса шу хинсан гайт ца суари тра это херма ба тела махасан фугайт ба цакиетсу независимость ези Ибраим независимость есть можно лагерный элемент ветеран ша независимость есть типа ход творец аборсан амел дацу независимость есть хелчи хотадл айдл резвацо хотаболчан резвацо цавик цевизон иштоли вообще милуцигац ну трохи летан то ночи летан айдл летан ночи кто такой вообще там давака самый миллион перу самый последний ночи усол. Да, ты вообще, и точно так же вот этот падишах, которого русские туда поставил, он точно как и ты, просто шлагбаум поднимает, когда ему говорят,
когда русские проезжают туда... Как ты под Европу? Я скажу. لاجر أول شيء أنا عورا يا دالج حلقات وعشان لوج دي سيها وعشان لوج دي وعش. أنت أسيش دوق حاجة أبو دون الدلع سيتحذكون نروش دي حاجة هم دوت سافروا. Это понятно. Я в чужом государстве, когда нахожусь... В чужом государстве, законы государства, в котором я проживаю. Если я в своем государстве проживаю, я точно так же и его законы обязан. Российский закон, по закону Европы. Какой? Где российский закон? Откуда у чеченцев появился российский закон? Объясни мне. Почему я должен здесь законы нарушать? Нет, зачем я должен здесь? Откуда у чеченцев? Откуда в Чеченской республике появился русский закон? Объясни мне сначала. Откуда чеченец появился в Европе? Еще раз спрашиваю, каким образом у чеченцев ветеранцев выстрелили там солдата? Их выстрелили такого дона. А все равно почули эртес бошком, оринцелс. Откуда у чеченцев? Все равно потом Рефир, я говорю, чем дать сделай. Все. Вышли оба, теперь тема закончена. Так, теперь сидим, уши у меня открыты, и я теперь слушаю. Я не пойму, мы начали эфир, 105 у нас зрителей. Идет какая-то дискуссия, этого выкинь, этого не выкинь. Потом нормальная тема вроде бы на другую перешла, потом опять меня перебивают. Я вообще не пойму. Мне тоже неинтересно здесь. 10 раз я пытаюсь кого-то вытащить, снять отсюда. Какой-то админ берет, поднимает опять. Художку чуалилук, да? Давай, целый день гамелеш сан аш чуенен сегуй это вистрылш юк тесош ой вошах целый день гамелеш ну хоча хай будица хош чусак цаогош резец хай чуен чента ца на вистрылш дадахтеш ой але ой матанш амло وسخلص قمر يشوش مطلوب قمر شو دعوي تعيش قمر شو دعوي دعوة تعيش تقوالص ما كوكشوح كناخ مبو يوتك لسنا ناخبو كوكشوح جورجي بركبه كناخ بربك ألف تيش مدات كوكشوح كناخ مبу здесь люди другие слушают других национальностей Бог, это мы в своем телеграме здесь другие люди уже слушают. Мы на одного человека отвлекаемся. Пускай другие говорят, я скажу другие. Выстрел возьми, здесь не только он один-то. Что направление интересное, он интересно, да, что направление, каждый что не тяжкое было, я хочу независимый, свободный чеченский народ. Чеченский народ. Будешь в Европе. Там вообще ما بعرفش دلوش نقدر وحمد شور شو حدا خلنا تقو حدا سودين خاطا أصدنا الدنيا خاطا حدا كمان يلا حدا زي أخا بس نيجي غريب نيجي يا سي هاي أصدنا الدنيا لا شيء ده كمان يوش دات
Ой, не реально. Что ты? Там будешь, сорвали отцом. Вот что вы, так зачем мне внимание отвлекаете? Это же коп дочь, гушать чуть-чуть. Да вот это что, а? Поэтому ты хочешь, я говорю, да, только моя. Все внимание на себя берет. Другие же люди-то здесь. 105 человек. Может, кто-то еще хочет сказать? Хацун. Я Ахмадуаром. Ну, что так говоришь, хочешь, а что хочешь, хватит уже, да? Еще так, амел. Грузин говорил, другой говорил, дайте люди, может, еще кто-нибудь скажет, тема интересная. Не о чем говорить, что ли, кроме этой заднеприводных. Dinčur ērvi elučengi dēts masu islām dinu ibu. Собрание ислам дino Санохчалут эсадитар, и он должен, сега должен 30 с лишним хадис. Она это Дагестан, Паймар Баквеш, Волви, Паймар Баквеш. Датса долсуна, он цели эри, венжиме долш, вицен, Паймар Ватс чуазен. Это его жиме долш, венвицен, дела Ватс чуазен. Дел Дек вообще, одадиш, шуры, шпитер, во. Диш, води, но это статья язен. Будда во язен, да, куно диш, Диш, води, любой, я злой, ура. Хазион, из дин мадиш, нас дел да мадиш. Хазион, дин мадиш, сан дик дол Будда, язер, мацату, дунья дамел был айлем нахши, сатсен бин, сатсен умдуй. والله بالله طلع سيداغر عدوش دولم دو حرخش شو خزف دو حر اشتخش سياسة وقصص تصو وقصص والله للأسف عايز أعين يعني ولا تسويه حاجي بس حقيقة يا شوي خزليش داش لا يش يعني حاجي نقصد حاجة разбил филос крытый, حاجة سام بالسام وقت تمدي فرصة حاجة موجودة كنت حاجة دون تهلت مش موخي كنت أستاذ وقت كنت حاجة أستاذ كنت حاجة وقت أستاذ وقت أستاذ حاجة وقت أستاذ موجود وعيون هذا صوتي توت صحاج يوم الأبدين دي نادوي بما وقت تنيخ يخبون حاجة عطيش هو يوم الأبدين ده هو غام قيمة أبويا هلو قيمة دينا بما دون غطروا بأمتي سنيخ ده أنا ويا حاجة هو يخلعش أعطيش استقصان ده هذا ده قرون زا حاجة نقطة بوس ونحكي شو خلوات صنوش شو أحسن الوزلوات ما ديز غمال ونسا وزلو حاجة ده حاجة مردش ده تامش دال تامش ده وش البقية صبر ديلا دمجم هوي سوق دمجم موسو هو ديل تيش بايمر بقى شوية بايمر بقى شو ديل تيش شو وش هتقيسون يسقيسوا شوية لا هاتو قيس لدي بس سم ده روبر ديل ده دو تشينت خزيون هو ديل تيش بايمر بقى شوية أروي لون أنت ترى موديل ديل تعبير بايمر بقى شوية صبردش سلام وقت تيش صبرت معلومات يعتصقوا
olursa. Просто интересно, все ощущение плохое, я такой, что Молдова. Хайалия, я впервые получить. Что, пока фрейглуш вопрошу ответ, я что дорож, помацам, с вопрошу слушаю, говорю, и лиса хочу. Оля. Мне кажется, просто там, его педофилы, там, мудрости, я такой, что Deel do hosobo dela da ish tsakha so shmo je ta khok fwa deel za mama bako yeshui Дейл, та вещи, щит вещь, вещь, просто дейл, ти шло, со. mama bako yeshui As bok, zo was je bok wel aan bok geroeid, werd aan geroeid, zo'n zo. اش دوك دا كان دين سوتو انت ترى دeel za wesh mama bako yeshui Его хушдет. Assalamu alaikum. Соон, верзу. Дел сау паймар баку, только су хадис тиз паймар тазуд ми хлаятсу qitio. Паймар мис Sudeel saavas elch baqoja shuta qimudush ashbayo marsham mitirwalas. Mutamshin umshtula masiri yuqadash. Hoye gukso Oktober's buurtzaak toen de was twaalf zo'n tjitjen azo. Goed zo. شو دور فتح شو دور فتح شو دور شو نيسا كيت شو سعال لدوق شو لدوق شو لا عن خش ما دوت независимость Независимо есть независимость. Есть он сон локти что Атлантбекан. Нахбоешь независимость. Там есть он сон независимость. Есть расхалк, но то надо, то не независимость. Расхалку запрыгало совать, если сон есть независимость. Есть نقطة عندي أشبه. تهيز لو حاول نريز وقت أو شارك ريز مقوله ده. So rezu أتي دكهم ريز واتش دكهم ريز وغشتو. ريز وكدو ريز واتش دكهم. ريز. إذا أنا تعود سوديش فين أو قصديش ما دو так независимость ешку сой تعدي غادي دوي تعدي العيد تعدي دوي خيستر دوي هاي قريهين سن اتو باس بوقس ايش كوريا تانجر هاي كوريا دايو كوريا خاص خلق خاص وي بر الدنيا زعما خاص هيك قلدو شوي ادم متى ديان ديل هذا ديل ولا نور от ادمور تون يسال نزويسمست خير تسان سيز خير ات عنا دي خلق يسلو راس خلق ندير كل شعدال دكوي وإذا كنا عاش دكتور دي أو تعوي بس عواص تطير ساشيشو تعو ديل ولا نور هو حالين دكتور رئيس دكتور صعبش بس دكتور هما ده صار لازم دي الخيطة دي أشتغل نقش دايش طبعا ويخلي زي عشان دي شيء عن مرخية سمية دي شيء عن أرضي وارضي بوش وقص دي أشتغل خوفتي بيلا واحد وصل السيزون بس تيك توك شغل والله تعرف عدوش وعاوز إنه يوروب عابكن والله شيء ما هو أنا هذا مش دي عشان شاب وتجينا شتينا شيء سنة حصد وقت غون حتى سنة حصد وقت غون أو كيت كذا كنا ويجي جدا وصل ترى إيش تندرس عندك تعب وبلس ده Also es hat schon ein Woche Palmer was so als Schäger den Look da haben wir einen guten Durchbotisch zusammen независимость Юго цам Deutsch den die mit Batzer zusammen Togolese mit Batzer noch Charlie mit Batzer ich weiß gemacht was noch gemacht da Deutsch der Ajreza zu holen schon Interesse هذا حديث جديد ملل بريزنوات دي شوية حديث جديد حقيقة حديث ويش noch جوان عدو den دوي Deel oranı. Dende razne modede noščičer dende ona catbole pedofil şu zikreder şu pedofil хвост pedofil don ayal mi ba zikreder şu so ki waqamel
زودري كوش مش عناصر شو عليه سبونا أندريه زويا زودري أنا حنلي شنو زودري كوش مش يعني ماجي شو على أمازون باش بولي ده ما جاموي وبروس ده ما جاموي يوم حاجة عناصر شو عمويا حاجة مرجم غشي بقى واحد على أمازون شيء بقى تسويش دوخر خلدوس أنت وعيان كوش مش إلا يا حاجة مرش سو حاجة مردوس صدق وحاجة مرد خطوة يعني إلا ما يعني ترى مش زودري كوش مش عندها شغل يعني كذي شوش يكوش مش عندها وقت يعني يستاهل بيتا لما سون تجينا شون مش عقو شون مش ربوطه سونم ده بقى لا بعدك شو عقو يشتغل ما إنترنت شو عقو كيشنا عم سجوا سونا ده يا ناس خسائر ولا Zij moksel darblo wel zo zeer. Karino. Maar zo dat. Heel zeggen dat meisje je Hoe meisje la ja. Die meisje. Maar ook dat we maar zo maar zo doen. Maar zo arena duzel voor ons weer zo zo. Heel daar voor maar van het ja dat لا سون كوتشوا بكرم سبوه غير حي قلد سون خيتش نعتكر بوكش سو خيتش بوكدو شو ما نقص وتغيات زوكدو جو جو بروس هو مثلا سون كوتش تاعي واش ما صار شو عارف امير داش كذا عندهم بيست قلتان سو يوبو isto حقيقة ما يوسيس وجوا نوع ما بيجي ريزبو جواز كمان تعديس بورصة ودو أنت ترور على قومه وي إتون تعويدي أجين أتون جود عملت كوتشوا رازنا أدم له تأخر ومشان رزبو أشبه الشيء رزدو تعرف يشتكي تعرف الجي تعمل بوخشون صلادو شو هسمات قال الج خدوت يعني بقدوت يعني الحديث أي طلع ديش بيوشس كردو خاردوت لا كردو كعياز دين دندوس مش تعياز طلع ده سايق يعني سايق مسلم يعني كردو كعياز دين ديش عونا كردو والصلاة على ذكر سافيوس كبتشكوي غريتوس بوارش حباي مروات إيشادو بيت وشلالو حدا وات حقينو بوارش كده دكلادو شيء أبوشني هيرزل ديش تشجعت بورشة تيشو بامر ديش يعصش لله ديش سبوزا بيسيات آية دو تشوها ديش يوا ديش يوا قلتوا دين وشيوا نيدش يوا إنتست مقواش إيشون آية ده تندو شو الله ياتي بورشة كربا كان ده زودرش تقليد مجنيل شو بامر شو الله ياترب شعلق شوية بيرش رزود موي زايد دايتنيل شو الله يدعيلهم شيسات بيتسور شتورت آيت دايتنيل ديكلادو شيو كدالدويا ستوزم زوسمو آيت دايتنيل تروي سورنشور شو الله دعيلهم يلين دعا الله يبو شو زوج ويسكروش دار ويسكروش دار سو نفرد آيات دعيان عطاتيك لبرست أوديك ياكو أوديك ياكو شو أبوشنو يته شو عايق كان شو ياك شو متى شو تعتق ياك شو قياد يدي ويسكروش دار سو نفرد يته هذا هذا استياك شو مجاهدون الله خندين جنبوسو يا جايز بقى شو مجا أبوشنو عيو شو أوكي تعتق ياك بو شوية آخريات غلايات عواد بغيت مش عطيت علي الله أصدق просто да أقول مستر كروجي ما يبغى الله
Źle jest, chodź tam milcie, że czają, i co gają,这送这样的，这是准备多啊，别拿我，以后你怎么的怎么给怎么的，啊对，是怕能买， motor da što to što da slušate čovjek. ta asker. Najbolja gosta, ne na ovo. Najbolja gosta, ne na ovo, eto. Tayo, jo, ta nittish, tish, ta dikkan tlar yater. Ta jin bjak ratcha, gush mayor, hu nan zaz, nan urg shaywash, polne eposhin pider mayor. Ta jin bjak ratcha, aguche ulj mayor, shgeta, rin dastatu akatsi alet. Zana da oldu. Opadu alkiača šumacom da školu. Uzkičem teba, pa ne, uzkičem pa ne. Allah'ın da oldu, vallahi muhtemelen. والله يعني جيب اشتري والله Allah kası bok yatsıç, hoka ogoyi çualo çualveç. Ne ya şu oruçlu çöleli şu hoho eli okuyor çual вообще так гея. Стоп, бела. Son vendetta, son hukanina, Представь, то я Расул. Сказал, да ты найт коридор около шоса даса. Да я Расул, а вот то Бог шейнану аш, короче, хизма бия. Я Расул, му нану аш хизма биач. Ишт аш не нану ай гоч ау ха болишт. Нантуешь, что на... 1973 сая Буарис, 90 сая Муслим Хадис Шахадон. Та шун нан матуиух. Идук ашинан, короче. Идук, не, та ханан хагуши, значит, автоматически шейнан телеаш. Шейн ляшбух. Поймарва. Саллаллаху алейхи вассалям. Дуже добре, гарно, курва. Przepraszam pana, to trochę po czeczeńsku takie rozmawiamy. Jak się masz pan? Jak tam w Polsce? Wszystko jest dobrze? Kurwa, jak tam? Wszystko dobrze. Kurwa, dobrze. I sun też samo jazi nam nosi что. Багдад, Пемар, что? Идея, Пемар Хиловат вообще придумал, идея. А вот, что идея, нам что ж? Нет, шедик было с нуля придумать, ну, царшие гоятся. Dobrze, kurwa, dobrze. Kurwa, Polska to trochę stała takim, mnie tam tych cudzoziemców, tak? Kurwa, Polska... Trochę stało, trochę. Tak, w ogóle nie puszczają cudzoziemców, kurwa. Dobrze. Puta madre, Hakuna Matata. Alhamdulillah, ten Polska jest tam najlepszy kredo szerepata. My w Polsce trochę szariat taki zostałem i to będziemy w Polsce, короче, mudżahidów naszych, kurwa, wszystkie mudżahidy w Polsce będą.
Як Польща не знайде нормального такого муджахіда халіфа, вместо того, як там зараз, хто у нас? Міліція є нашить. Рулить дешок. Патча, міліція, патча, о, президент, то халіф, оце. Король морцеца, король, це м'яцо. Король добре. Dobrze, Karol Polska, Karol, dobrze. Nie kurwa, Karol, nie kurwa. Bardzo dobre, Karol. Wszystko jest dobrze. Kurwa, Polsko jest taki najlepszy kraj dla szariatu. Wojciech Jaruzelski. Действительно? Duda. Duda, Irmaz. Duda, uważam, że co potem czuje, to co... To ty na to, to... Хорошо, Кароль, вы Киев читаете, что я делал? Хотели, на глазах всего мира, шел руководство. Тебя футбольная команда, ты объятен. Хорош, аж буквиш представил. Это же денег вообще. Даже деться, бачу, ты говоришь, модица, лучше. Модица, арау. Делается, курва, что мет моа, что я хочу, деться, даже сюда, что кузал. Короче, тобой я рухтер тему, ой, бусал день мой, вещь тобой рухтер тем, даже и часто. Там был бесится на вас. Да. И что, ну, и ты... Чем или что, с кем читаете? Это однозначно. Футбольная команда, и что, я элит лаца. Да. Левандовский вас, это что, футболист Турции, польский. Ему это же для... Шебеш. О, Навродский, король Навродский, ок. Не би Жак. Не би Дуй, не би Жак. Маршал души, это удешь душу. Маршал. Да, ну твой окнозик как-то. Твой окнозик. Чего эрбова Польши? Хуй, я евреями ветераны делали чего в церкви. Чего его звон, а вообще. Тогда доктор Лилу, что лицо архиву основного сту захотел зря. Тогда ветеран вот, а Ибрахим ситуация Ибрахим учена бичуется векли. Да, вот так знаю, что вот ну как лишь, но задачу, он забит, но это пусть. Канал чури. И админ айли сайли на о само чурва со что не рушали ветераны из види. Ага, я лички, я знаю, у вас есть бехом шебешли. Да, ладно, ну да, здесь лирик, да, цах ушти, там цан маршу, кичан маршу, разные, все меняется. И там шун маршу, видите, тон маршу яц. Там маршу, а есть шун маршу, ряд, ишь, надо уж злее дуния, сон я долго ела, саму сон дел, болтал, он сидел. Вот саму цане дел, мези, да, цан уез вон, хочу апрессен ба саму. Так что на уез моих, иш, и пядер хочу, да, шлил, на еда, да, в любом случае, да, цан хагисик аппарату, вейн аппарату, я цигада. Но это все меняется, да,
меняться дебмада. Кан война гицан гряц. Ишт положение, да, так что... Обча, админ, та вайзер мэтло на тот момент, та существом давайкан ривалитория. Примерно бехач навекше, мог имел да дислаерцун. И замше, ден камиков, та журил, сецели, когда цевич. Она таких, там, асен позволит, и да, сес. Я зандавиш зандавуру. Изавол жотер цун хажи непца боусун замаца изавол жотер просто вела пантанусун десса. Вообще бойзон просто лорен чотста и вообще хажи непец гелбел буэла и цогсат иду. И хотя сигарсия мавелля сразу вон бедуины группа да кетерил личность. Это цен шедик прекрасного, шедик идеального, цен хор хадисха, мелдовунха, просто дурочку прикидываться, да он да шаг лево вправо, цига шишду, цундер, ойли надо дишь халду канал. Видишь, хилла всегда там, хилмахилш, они всегда были, они именно лейхам должлыш, лейлды, они каллятды, душе такое, да, шай, да, хапел муж, они кал. Вот сам парату ихтига дас. Кичуна парату дон нету там, у других мой эрдерлин, штайрлин, дас. Че да он сам метче выдаш вош, он нан дентуш, Кисун خلهم примерно, да, машин выдашь его любой отель, который цудом, надо делать дуй. А там эти акет, вольвис хотим, да, те сунцау. Переплет, короче, там переплет. Сундел, а он солдат чур. Байский, да, выход киши. Халитиш, да, фупарот в России, да, он, а деревня, паргат его, чем там дуи, массам гушам мадуи. Что там, да, деревня будешь, да, это в России, да, все жить лучше, чем там, да. Ты так должен, говорить, массам гушлять, видео, что там, все открыто, не прикрыто ничем, да, там прикрытый дочь, открытую, дуи, ложь. За пропаганда, за шефство, за байство, байсен хаве, веш, та вот пет. Это, да, вот еще мегдо, да, его амели. Это, идут, мадер, да, волош, да, проблемец, у меня де парату я, вона, але вы, жахар, тухай надо, да, никто ничего не знал, и резко, и на халой, раз, она. Независимость, нормально, ахой шердается. Независимость, я махаю чуть-чуть, это один военгуш воды. И вы объяснили гейзер, а что я? Неужели это все видно, да? Вы независимость, нормально, вас арапис, нормально, аж подруг. Целая дура, начиная с президента, и что там говорить? Белчан, да, лайден был. Та тенденция заметить не что чуай немножко, та слистать ящиц обеда, что вош хошорсу. Инца нового вида такие бацунцы ящик. Короче, бедуинч бац, уж бух, чук болш дать. Инца видео золинц. Вы адат я дош дать, ица адат я ица до элхезиет, ах нох чува цамари ретер. Он я нох чучунги цамеги гери бош. Аккуратно дать нох чучунги лежник и дали бош. Инц как бы шейкагович бух, инц вначале как бы динамик, что он я запрещает да ищет бер, а инц нежелательно дубош на теме. Я уже масить заметить, ты нас обмядешь как бы, вы док обмядут, вот только дешь, это аккуратно дешь обмядут. И вот такие типа подход, да, цух, рез, типа боксан. Там док церкви, уж смасить скачать и нас видео. Просто воентекис, что, ну, геополитик, воентекис, что, да, они думают, там, на сегодняшний день они такую программу сделали,
шорт арчут, и она там байский, да, ну и байский гумовый, чак дольше мадат, дайла мадат свой. Это тоже не поняли, да, шкиет цакиет, вы понятие, ночи. Ночи никогда хитро будешь по ласк. Видите? Сонда это там цацбу ночи бац, согео сену, он цацбу что. 나와 녹지 나벨레 나에 녹지 나요 나에 발레트 소소나트 تقيت والله بالله تبلدا ولا خير بنخشي دو بيتا استيبل ده وستان ده ولا عناش نخشي نخشي غدا دوزدات любом случае да ولا دوي ذكر Noch oldu ondan zikir deş bundan bu ihtanı noch oldu şunda. Evet. Hatta koçmuş kez yahina çağırdı. Sun rez vat sobot. Haldım zaten. Ser просто подумаешь, тяга noch oldu değil тяга. Но только момент мою. Инца тут инца хум хисел примерно с Турция был черкердан хум хилче, инца чувел чечен сори. Шишан мали милой. И так наш воинс, амелдящин, хрца доиз, вожется доиз, изет доиз, хокка дикл божий. Амелдящ, беш угар халх, тян не хихтан, угар халх и нах бой, шипала чиш был, шлилер был нах уж был. Церен хокка док амел типа, цабеш типа, бусол был, что амел до цер, шен выгодно долча, доча еще бусол бас улсер. И мюриче первый бой эрбеш вуцерше возможность свисечь. Угар хал бой эрбеш еще зирче шедек угар хал центик дадули до цери. И там цер амил шамел, но хат масендика очовадиланду и 30 лишним hadisах идеально тяж буш. Массухунах тяж буш, шедек твоч бу. Главное, отжёжах чуще солдат и цакачане целый камки охусардолш иш нах буш. Дел двабух. Еще кышать жёжах чуще. Она вечте отдаватан бардельчувич. Хероризонт я хочешь. Zo поемарал дайл хомш бой хойттеризонт я. Шие данан вечне отдаватан. Ялсмани уич фол поемарен дямин хотеру. Шатак волтак хотеруизонт я. Игорич, Бог. Шей чисто, соцуцарал цакачани, любой кафир, винчи, семья вверхна, дехнена вверхна, бера вверхна, один главный и факел щеку укшал цакельчани. Что надо вообще хечваться? Опущены, офаста, опущены. Ja haastavца опущенный, опуститываешь в шморой функции, мол, волбящего опущенный, опуститываешь. По второму кругу очень. Опущенный разный будом, да? Разный, опущенный разный бывает. Там опущенный с агитанием агана, а чем просто там за одним столом, если будешь чай пить, значит ты фашманутый. Однозначно опущенный ложку пить. Есть опущенный разный, да и опущенный голос. Опущенный царь, да, салам нельзя, да, он как дал, говорит, опущенный, загаться. Ты фарш манешься сразу. Фарш холцуна, да, а тюрьма, там, накач, да, и опущенный царь, да, чай мел, да, он чай мел, он хази, сразу автоматически, да, он пяточатник загонит, да. Поэтому опущенный, опасный, опущенный. Царь, камел, да, шаду, камел, да, ну, царь, за стол нельзя сесть, царца не дал, салам нельзя им давать им. Опущено, ишен, пидораш, яцешь. Что опасно, да, что царца не дал, нельзя, сразу фашманешься. Бах, цахуш, цун царя, салам дали, цанчаймер, цахуш, тюрьма, окочк, и он гуч дать цельч, минут, секунды, гуч мадол, жизнью. Сонда, отдельно. Шейк, отдельно поиграем. Кварта отдельно, кварта он что, он петушатик тебя загонит. Какой ты не был, а сигал маш, говорит, что да? Отдельно, да, он шай петушат, шай петухи, да, шай стол да целый, они не имеют права вообще, да, среди мужиков держаться, да, и вообще. Шай петух, а шай метники, шай соли, да, отдельно, да, он столовую, да, и они не имеют права даже
отдельная посуда и цезы, это все Зоня, хозяин, все это все это знают. С ними нельзя, да, фашмануться, да, опасно, ну да, фашмануты тоже опущены. Хорошо, ребята. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Я придерживаюсь таких правил. Не лезь в чужую событие, чужую жизнь. Хочешь сказать? У ислама таких правил нету. Ислам даже например, подкрывает школы. Везде ислам, везде свой нос сует. Не называю людей вообще. Это не моих правил. Я тебе тут назвал, я сказал, ислам лезет во все щели. Выпить бутылку водки. Алло, 29-й. Тут я про людей не говорю. Чечне ехали парни. Просто Чечне. Бутылку водки выпили, закусили, утром встали, собрались, пошли. Реальная была. Это я сдаю просто квартиру посуточно, ребята. Поэтому то, что делают мусульмане, обратитесь ко мне, я вам все расскажу. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. То, что делают мусульмане, вообще, по большому счету, я заметил то, что вот сейчас большинство мусульман вообще ведут себя адекватнее, чем даже русские люди. Ну, 50 на 50. Принять надо даже тогда. Это приятно вообще. Можно сдавать, как говорит. А где тут? Я не сдам никогда, брат. Говорит, я не сдам никогда какому-то другому. Надо сдавать. Надо. Не азиату приезжему, конечно, я это не говорю, а нашему чеченскому брату, кавказскому брату, например, черкес, абазин. Надо сдавать. Это... А где ты мусульман видел? Я не пойму. Я 4 года не могу найти ни одного. Я 1000 лет искал, ни одного не вижу. Ну, мусульмане это наши. Я что, говорит, черкесский, Карачаи, например. Если ты имеешь в виду... Вот у нас даже донской казак ряженый. Вот пан Чечик тоже мусульманин. Он на азане, на гармошке даже азан поет. Я же поэтому говорю, если тебе неряженый попадется, он тебе другое скажет. Со всем уважением, брат. Такие вот пирожки. А вы хоть вообще разбирались в самой религии? Ну, вы мусульман видели хороших абазинов, чеченцев. А бедуинов видели вы хороших мусульман на верблюдах? Я прочитал. Прежде чем я что-то говорю, я прочитаю сначала. А хадисы знаете вообще? Вообще-то да. Ну, как я... Ну, насколько мне позволено совестью и честью. А какой ваш самый любимый хадис? Самый любимый хадис то, что Аллах определяет не по делам твоим, а Он сразу предрешил. Предрешил, кто будет сразу в раю или в аду. В хадисах Аллаха нет, в хадисах Мухаммад. Там расходятся. В аду или в раю. Вне зависимости от деяний. Мне это нравится. Я прям завтра приму мусульманство. Надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Бисмилля. Давай шагаду сделаем. Бисмилля. Мы раньше с моими друзьями мусульманами.
потом ты скажешь, только не говори то, что я не призвал тебя к Аллаху. Мы тоже тут, друзья. Повторяй за ним сейчас прям примешь. Зачем до завтра отталкивать? Нет, я никогда не откажусь от единого Бога. Только есть Бог один. У меня один полтора Бога. Один Бог. Не, у меня полтора. Если вы считаете то, что какую-то нужно произнести суру, чтобы принести Богу верность, и вот Бог тогда услышит, ну, ребята, ну, подумайте. Я вам Еще раз подумайте. Бог слышит нас всегда. Даже то, что я плету. подумать дважды я вам бы посоветовал. Бог даже дважды не потерпит. То, что я произнесу какую-то суру, чтобы вступить в мусульманство. Выход из ислама, знаешь как? Ну, слышали, да. Как выходит из ислама? Ну, я слышал то, что из ислама выйти нельзя. Ну, можно без головки просто. Мне это не пугает вообще абсолютно. Потому что я туда не захожу и не хочу. Мне это не интересно. И как выход из ислама? Без головки. Ну вот скажу, бисмилля. Это меня чему-то обязывает? Там есть четкие свои правила, что надо произносить, что надо говорить. Альхамдулиллах, бисмилля. Но не это, там другое надо чуть. И при выходе ты лишаешься головки. На твой выбор какой? Мой выбор? Я думаю, то, что мой выбор — любить Отца Всевышнего. Отец Всевышний. В исламе он не как Отец пишется. В исламе ты его раб. Аллах воскресе. Ребята, а зачем вас Аллах создал? Чтобы только поклоняться? Нет, испытать нас, он же испытательщик. Это неправда. Говорят, да, что это неправда. Раз неправда. Зачем? Если он Всевышний, Аллах, он Всевышний, он говорит, я знаю, он что испытывает людей, он тоже говорит. Зачем? Поэтому его спросил, позвони в канцелярию Аллаху Джабраиловичу. Аллах Джабраилович, я спрошу, вы неправильно веруете, братья. Аллах никогда не хотел создать людей, чтобы его... Правильно надо, подскажите. Любовь. Любовь. Аллах хотел, чтобы он любил, просто любить. Добрый вечер, добрый вечер. Ассаламу алейкум. Везде, ва алейкум ассалам, везде эти мусульмане притесняют кафиров. Что вы его подбиваете? Не переживай, нормально все. Кафиры разные бывают. Да? Черные, белые, красные. Да. Var mı çevre diyor, 20 минуты. Главное, что Вот в чем прикол. Ни одна страна не поддержала Иран так, как Россия. Ни одна христианская страна не поддержала. Даже мусульманские страны, даже мусульманские страны терпят то, что по их... Откуда там вообще базы? Я даже не знал, то, что в Ираке какой-то базы. Ну, Россия всегда поддерживает террористов.
Как не поддержали Иран? Мы везде здесь митинги делаем. Ты что, телевизор? Откуда в арабских странах базы НАТО? Откуда? Откуда в Чечне российские Чеченцы наши братья. Мы сейчас как бы не слушали бы друг другу. Это чеченцы наши братья. Остопило. Сперва убивали, теперь побратались. А вы что, не убивали? Молодых пацанов? Ну, нет. Потому эти пацаны у себя дома не убивали. Везде эти чеченцы, везде. Эти пацаны приезжали убивать нас, наших детей, наших жен, наших матерей, отцов. И вот. Хорошо, братское сердце, скажи, пожалуйста, если ты хочешь отделиться, да? Вассалам алейкум, конечно, я тебе предложу. Я хочу это тоже. Я бы вообще пол Северного Кавказа отделил, как дикарей. Ну, это мое мнение. Вы хотите меня убивать из-за этого? Хотите уничтожать из-за этого? Нет. Только братское сердце. Только это вы хотите нас убивать. Можно закрыть въезд. Въезд. Я хочу закрыть въезд. Россиянам я с радостью закрыл бы. Я бы, например, не хотел, чтобы ты, например, жил в Москве. Это я тоже. Лично ты или твои там дети, я не знаю, не оскорбляй никого. Да я вечно хотел бы вообще не жить там. Подожди минуту. Отнимите у нас паспорта, которые вы насильно нам втирали. Вот эти паспорта. Я об этом говорю. Да. Я об этом говорю. Отнимите у него. Отнимите. Ну, Лекс, вы русский, да? Я казак. Ну вот я тоже казак. Зачем вы вот говорите дикари там? Вы же не знаете, как... Ты казах или казак? Казак. Грозный делал мой где-то дедушка или не знаю. Вот. Слушай, знаешь, дикари говорит, что вот это выйдет. Мужчины, без обид. Ты вот русский, да? Они садятся со своим сыном. А потом друг друга морду бьют. Они дикари. У нас такого не бывает. Да не надо, что вы... Послушай, вот, Лекс, ты вот... Это нам СМИ транслируют их так, понимаешь? Раньше они в Советский Союз входили, такие же люди. Не надо, ракесами жил, с абазинами жил. Каждый день долбил его. Первый вопрос. В 2000-х годах первый вопрос. Кто ты по нации? Кто ты по нации? Кто ты по нации? И сразу драка. Это что? Это что? Мы захватили вас? Я говорю, вы свободны, ребята. Вы свободны. У вас не будет ни спутников, ничего. Мы все смертные. Не, смерть, я говорю, смерть. Кто такой? Смерть. Знаешь такой? Я казак. Я не знаю по априори, что такое вот смерть. Я и говорю, русские, они смерды и холопы. Понимаешь? Русские – это мой брат. Так. И русский мой брат. Твой брат, ты такой же тогда? Ты не имеешь права 5 лимонов, 5 миллионов. Насчет смердов. Слушай, имеешь право не проверить. 5 миллионов казаков убил, бля. Это Ленин или кто у нас там? Это твой брат, да? Че, блядь? Он убил моего даже прадеда. 12 миллионов украинцев, блядь, с голоду поморили, блядь. Что они, братья? Это неправда. Неправда. Как неправда? И что? Ну, если я тебе говорю, что неправда. Продразверстку делали, отбирали зерно, там все отбирали, яйца отбирали, коммунисты. Почему моя бабушка жива? Они, блядь, была жива. Извините. 91 год, бабушка. Она все рассказала. Вы, блядь, на базарах забирали.
свиней вас меняли, бля. Петр Первый. На свиней менял, бля, своих русских. Казаков? Казаков? И казаки, бля. Казаки это Ты как... хоть раз видел, что казаков на свиней меняли? Я тебе говорю, казаки, они по-любому... Да, я можно тебе вопрос задать? Один вопрос. Кто знает здесь историю? Один вопрос. Я один вопрос задаю. Каменнобродская. Знаете, что такое Каменнобродская? Ну и что это? Это там, где продавали ишаков и ваших детей. Каменнобродск. Ну а что хорошего? Значит, ты дикие дети, и они-то жили по-нормальному, а у вас там людей продавали. Кто более дикий? У чеченцев никогда не было ни рабов, ни холопов, никого. Понимаешь? Казаки, где у них эта земля? Откуда они взялись, например, в Чечне? Кто-нибудь знает? Где у них непосредственная земля или родина у каждого, там, Чечня, там, Дагестан? Казаки, у них есть земля? Где у них земля? На Дону там, Дон, река есть, вот там. Казаки, они пришли с Украины. Казаки оттуда пришли. Украинцы они. Да, когда Турция поджимать начала, пришлось подданство российское. Древняя Русь. Оттуда все. Древняя Русь с Украины, с Киева. Казаки оттуда вышли. И к нам тоже с этого времени, да, заселяли их на Кавказ? Русские 80 национальностей напали на чеченцев, отбирали земли и туда сажали своих собак, как собак держали они. Они нападали, вот эти казаки, они как знаешь, как жандармы они, знаешь, царь держал. Ну вот эти же казаки сегодня и на Украину, да, вот так нападают, по идее, вот на свою родину. Так это уходит? Да. Разницы нету везде, да, где их пошлют. Правильно я понимаю? Но они под пропагандой, вот эти вот ряженые, которые. Так же, как ислам, вот, тоже такая же пропаганда идет. А почему вы не делаете антипропаганду тогда? Не, просто вот именно вот казаки, они всегда вот так представляют вот там при царе, при где-то и везде. И вот я серьезно из-за интереса спрашиваю. Вот ихняя земля, вот вы сказали, Украина. Почему вот они везде и везде они как выступают вот эти, как предатели или полицаи, как их назвать? Вы знаете свою историю, вот кто этот говорит казак, он может лучше знает историю, откуда вы в начале пошла ваша история. Расскажи чуть-чуть. Ну, царица это расселяла, поэтому так получилось. Сначала турки погнали нас. Так как мы христиане, а которые были христиане, которые остались под турками, они приняли там, стали по-другому как-то называться у турков. Они приняли ислам, часть. А те, которые христиане, они под Россию ушли. И царица вот стала расселять везде. Поэтому так получилось. Что за место он сказал, где детей продавали? Хотя запись должна быть. Это какая-нибудь площадь где-нибудь там в Дагестане, наверное. Не, скорее всего, там в сторону Терека он, наверное, что-то говорит. Там тоже в Чечне есть казаки. В Санкт-Петербурге был 6 базаров, именно рабов продавали они. За свиней меняли, на свиней меняли они, на собак меняли их, понимаешь? Своих же русских, понимаешь? Поэтому тут 2 × 2 = 4.
казаки говорят. Казаки, они детей убивают, всю семью убили. Недавно там женщин, детей даже убили. Какие-то бандиты заскочили, бля. Это такие дела у нас в Чечне не делают, если мы дикари. Хоть бандит, хоть то, детей там убивать, там женщин. Такие вещи у нас не делают. А вы думаете, вы говорите, что мы дикари или что-то там такое? Это пропаганда путинская вот это вот все делает. Насколько наглости надо платить? Вы убивали наших молодых ребят, как будто они нам приехали с подарками. Они обычно, они волю, они, кто хочет вольно жить, они приходили и возле Кавказа заселялись, понимаешь? Вот они, кто приходил там, ты вольный человек, как бы они хотели волю, знаешь. Вот они казаками становились, вот и все. Тут 2-4, опять же, нет проблем. Их раскидывали, их выкидывали, их и в Забайкальск закидывали, и везде их выкидывали, знаешь. Русские не принимали их. Да, так и есть. После восстания Пугачева у нас стало запрещено за русских замуж жену брать русскую. Потому что Пугачева же это провалилось восстание. И раньше мы из своих выбирали всех генералов там, всех своих выбирали, а потом стали русские устанавливать своих. Казаки идут с древней Руси. Атаманов. Раньше мы выбирали атаманов. И это с Киева идет Древняя Русь. Вот оттуда вышли и казаки. Извините, вы тоже казак, да? Ну, я не тот казак. У меня предки были казаки. Я уже казак это вообще, который с шашкой. Это вот красный, когда стали наступать. И дядька у меня бежал из Казахстана. Я в Казахстане живу. Он настоящий был казак. То есть, чтобы репрессии... Он же был... Царю давал присягу. Если красные бы ему голову отрубили, например, или как-то там раскулачили, не знаю. Ну, видите, казаки тоже разные. У нас в истории есть моменты, где они нам конкретно вредили, а есть моменты, где конкретно и помогали. Так что, и смотря в какой период, в какие века, смотря. Вот примерно во время исламской экспансии, 8 век, вот те времена, тогда казаки помогали, а в царской в основном они вредили. Вот такие моменты разные. Но я не с Кавказа, если что-то мои предки вредили, то в Казахстане, скорее всего. Так что претензий нету к тебе, уважаемый. Вообще нету претензий к тебе, какие могут быть. Мы же просто обсуждаем историю. Там был ваш, мой, разницы нету. Это были люди какие-то, и это когда-то было. Я почему зашел? Он стал говорить, обзывать там плохими словами, сказал, отделяйтесь там. Я зашел, говорю. Это пьяный зверь. Нет, тут, знаешь, вот в Грозном жили, вот, большинство русских жили, это Советский Союз, да? Вот кто жил и вырос в Грозном, им надо сказать, им надо говорить, кто такие чеченцы. Если у чеченцев, если ты живешь нормально, они нормальные. А если будешь фальшивить или там, я не знаю, что, конечно, чеченцы не любят такие вещи. Вот кто бы ты ни был, если ты нормально живешь, взаимоуважение, у чеченцев нет проблем ни с кем. Чеченцы уже за последние, я не знаю, 500 лет выживает, понимаешь? Выживает. Каждый раз, блядь, заходит 80 и сколько там национальностей нападает на нас. Вся Россия, понимаешь?
Ну, например, сейчас вот в России примерно чеченцев, дагестанцев, ингушей на работу нормально не берут. И я думаю, это в основном вот это есть, ну, неприязнь какая-то, вот такие моменты. И тут у меня, короче, да, у меня тут есть знакомый украинец, у него есть фирма, я тоже сам, ну, по этим моментам занимаюсь. И мы с ним как-то разговорились, и он говорит, правду сказать, я тоже не хочу чеченцев брать, говорит. Я говорю, почему, что, как? Ну, один раз взяли, говорит, короче, начальник, короче, что-то начал приказывать, не получилось. А второй раз взяли одного чеченца, короче, начальник что-то там матом или как-то ляпнул, тот ему двойку зарядил, всю челюсть снес. И он говорит, просто боимся, говорит. И просто не вариант посылать, унижать. Побежал, прибежал, вот такие разговоры не идут. А если ты с уважением будешь относиться, я не думаю, что ни один достойный чеченец никогда в жизни что-нибудь не то сделает. Ну, просто не привыкли, чтобы нас кто-то посылал. Я жил вот у нас в Казахстане в период, когда была чеченская кампания с Россией. У нас многие переехали сюда, в Казахстане. У меня сосед был как бы чеченец. Нормальный парень, нормальная семья, никаких проблем не возникает с ними. У него даже Камри была, Toyota Camry на чеченских номерах. Гражданство я не знаю его. Мне зачем спрашивать? Просто нормальный парень. В Казахстане вот ребята, как там насчет ислама, как там много мусульман распространяется? Да, я вот говорил, что у нас был такой, он приобретал черты такого бандитизма и тоже прочего такого. Они собирали там на зоны, на зеленые, отбирали телефоны, стали районы контролировать, там курсировать, прям ходить. Такие, как сказать, подростки там где-то со школы, не знаю, откуда их брали, как-то вербовали, более старшие, наверное. Я там не знаю систему. Они же это... По вероубеждению? Как их узнать? Они же штаны это закатывают, как сказать, чтобы голень была открыта, и шапочки вот носят. Имеется в виду, обычные мусульмане, наши сунниты, они штаны не закатывают, чтобы носки было видно. А вот эти вот группировки, они... Как лицензии ислама. Все это дело закончилось. Спецслужбы у нас взялись за это дело и быстро все это пресекли, потому что уже приобрело вот это все черты нехорошие, вымогательство пошло, потому что у нас казахи, они как чеченцы, если одного тронешь, и вообще казаки также у нас тоже, если старшие там нельзя, это, как сказать, от русских отличается чуть-чуть. Вот. У нас, если тронешь, то там придут другие и спросят, зачем так делаешь, короче. И получается, они вот кому-то нахлобучат, смотрит, человек с поселка приехал, там нету родственников, что можно, приехал учиться там в школу или в колледж, там последний, ну там школу, последние классы делали так, что школу закончил в городе, диплом получил в городе, то приезжали в город 11 класс учиться. И смотрят, таких вот находили, и вот к себе вербовали там также на деньги. И вот это все дело приняло большой оборот. Люди же жалуются, наверное, матеря там. И спецслужбы все это дело они прекратили. Вот, насколько я знаю, вот втихую. Это как сказать? По СМИ нигде не говорили, но вот среди народа такой слух был, что вот раз и пропало все это дело. Теперь вот только все официальный ислам остался. Больше вот нету такого. Это где-то было.
лет 15 назад, вот, 2008, до 2008 года где-то это было, давно еще. Вот. Ну, 2008 это очень давно было. Вы, видать, не в курсах чуть-чуть или пропустили. У вас там очень хорошо все развивается. А вы где находитесь? Вообще, ну, не именно место, но как, Казахстан. В какой части Казахстана? В Прикаспии. Ну, это дело-то развивается, просто где-то придавливают, где-то чуть расслабляют хомуты. А вот казаков много мусульман? Вы вопрос, да, задаете? Да, я вас спрашиваю, казаков много мусульман вообще? Есть вообще я читал, что вот интересовался так, что раньше вот были, у нас мечети строили раньше. Дело в том, что я выяснил, у нас здесь было построено мечети при царе больше, чем при независимом Казахстане. Я вообще в шоке был. Вот. И хочу сказать, что вообще с татарами вместе, откуда это все? Вот. Казаки, они с татарами сотрудничали. Все вот эти станицы, все вот это вот как бы вместе. Вот. Почему так сложилось, почему так заселяли, я не знаю, как так. И вот походы, все вот это историческое, все время там какие-то народы присутствуют. То есть это не одни казаки, это калмыки, татары, вот, короче. Сейчас среди казаков в основном христиане. И заметил еще такую тему. Мне отец говорил. У меня отец, есть крещение у нас праздник. Он поехал в Россию на крещение, потом Пасха идет. И отец раньше в 90-е бизнес там мотался все время в Россию. И, короче, на крещение попал. В каком-то городе был в России там. И говорит, прорубь искал искупаться. Даже нету. Он говорит, что это, почему мы соблюдаем вот это все праздники там. А там мало народу, там мало соблюдают. Он говорит, у нас здесь казахи все купаются, мусульмане, не мусульмане. Я прям честно говорю, отвечаю прям. У нас праздник казахский, не казахский, мы все вместе празднуем все. Но уже там все вместе, все праздники. А у них вот в России там даже крещения сами православные очень мало там празднуют. У нас, например, здесь едешь, речка, видно, то есть искать не надо тебе, а отцу там пришлось искать, где искупаться. То есть мало мегаполиса, а негде было. Тогда, вот в 90-е. Сейчас, может быть, я не знаю, сейчас, может, поменялось все. За сейчас я не хочу говорить. Сейчас вроде и Путин там, да, купается якобы. Ну, я понимаю, что это пропаганда, конечно. Ему разницы нету купаться, там, с крестом бегать, с Кораном бегать. Это вообще хамелеон. Это в любом случае, это имперская страна, поэтому там всегда будут беспорядки. А Казахстан... Я что еще хочу сказать? Я учился, я в ВУЗ поступил, и на бюджет, и в России я учился. Я там не остался. Потому что мне вот не понравилось, что настроения такие там националистические. Я-то в Казахстане вырос уже. Это во-первых. Во-вторых, там, ну, старших не уважают. Там, и за языком не следят, что мне не понравилось. Например, у нас, если ручка упала у человека, там, я учился в университете, ему там не скажут, ты, придурок, подними ручку. У нас сразу кипиш начнется. Ну, типа, что ты сказал там, как разговариваешь. А в России это вообще как будто мы же не 5 класс же, мы уже, я студент был. У нас так не разговаривали уже. А вот в России, короче, не то, что я там враг русских, но культура должна быть какая-то там, не знаю. И вот тоже со старшими такая же, вот уступить место там. У нас в Казахстане сразу там русские, не русские, все встают. Если заходит старший в трамвай, там куда-то, в автобус, то человек встает как бы.
А у них там до последнего топит, я не знаю, то есть самому не стыдно, сам же потом, как сказать, почему я уступаю? Значит, моей матери уступит потом, и сам я буду старый, мне также скажет, ну, я зайду, и потом мне скажет, как бы, это тоже мне не уступит потом человек. Вот. А у них нет такого понимания вообще. Короче, такие вот дела. Ты их историю посмотри. Александр I, кто там, отменил вообще рабство. Как он отменил, все разбежались. Потом 99% вот этих холопы, рабы через неделю пришли обратно к своим боярям. Сказали, мы не хотим свободы, мы хотим с вами. Опять они пошли обратно в рабство. Понимаешь, и до сих пор такое. В любой деревне в России, в Урале я жил. И если ты будешь в деревне жить лучше, чем другие, тебя ненавидят просто, и все. Понимаешь, ты должен жить как все. Да, мне это отец говорил. Я просто сейчас вот могу рассказать насчет этого. Короче, у моего отца 2 жены было, как сказать, но не сразу. 2 брака было. И первый тесть его, он попал он воевал и прошел войну всю. Ему потом квартиру дала советская власть за то, что он ветеран. Вот. И у него брат в плен попал, и он работал там на этом, как-то называли, он был гастробайтер, работал на господина, в общем там. Вот. И когда он потом начали войска наступать, это получается брат тестя. Вот. Потом войска советские начали наступать, он работал у пана. У них там в то время, в 1944 году был там свет, отопление, трактора, все было, короче, там уже асфальт лежал, вот где он работал. И этот ему говорит, он его не обижал, ничего, он говорит, вот этот немец ему говорит, ты, короче, беги на западную границу, а то твои придут, все ваши бегут. А этот, короче, были патриотами они, молодые ребята, и тесть, и его брат, они были патриотами. И он остался, пришла советская власть, и, короче, его стало красные стали, что вот этот, как сказать, спецслужбы, забыл, как называется, КГБ, не КГБ, а раньше как-то по-другому, чекисты, они его, давай, короче, ты предатель, ты, короче, на немцев работал. И они его долго не выпускали, а в деревне это узнали люди, где, типа, он не ворачивается же. И представляете, он потом вернулся, с ним не стали ни общаться, ничего, он, короче, изгоем стал. И вот откуда я это знаю, вот этот вот тесть папин, он так никогда ни на 9 мая, никуда, ни на праздники, никуда не ходил. Хоть он квартиру получил, он говорил, это, короче, власть, короче, неправильная. Не должна была так поступить. Человек пленный, он, короче, вот такая вот. То есть он изгоем стал среди своих же за то, что просто в плен попал. Он же вернулся, он мог на западный бежать, в западных странах жить. Вот такой народ, короче. Я не знаю, откуда он там с России был, вот этот тесть. Я не знаю. Понимаешь, любые все страны, да, все эти холопы, вот эти рабы, везде они были, но они потихоньку как бы это все прошло. А в России никак не могут вот это рабство, вот это, как сказать, у каждого в голове вот это, вот кто-то придет, кто-то что-то сделает, там, знаешь. Ну вот, я пытался. В своем дерьме, как бы, да, и людям не дают жить, и сами не живут, понимаешь. Вот их пользуют, их русских, они их давят. Все, посмотри, русские как живут в деревнях. Даже кушать нет, нормально даже, жрать у них нету, понимаешь. Отъезжают 100 километров от Москвы, все там, нищета.
галимые. Понимаешь? Они сами виноваты, мне как кажется. Ну, я теперь это... С ним что-то делать. Ничего не сделать. Вот так общаться, это бесполезно все. Я за столом пробовала, только это, морду набьют и все. Ну, как сказать, грозятся что-нибудь сделать. Вот, даже выборы, я говорю, я на выборы хожу, то все, вы что там? Такое даже, ты что там, я якобы подкалываю там, это уже, я не знаю, как это не изменить, потому что были нормальные русские, были, но их всех раскулачили, расстреляли там, то есть инициативных таких бизнесменов всяких там, которые, как сказать, вот мыслили что-то сделать, изменить всю эту инициативу. Вот. Поэтому я считаю, вот только поэтому такая ситуация. Не может такого быть, чтобы весь народ был. Все равно же постепенно в народе появляются там ученые там какие-то. Я тебе могу сейчас предсказать. Смотри, ты в Казахстане живешь, да? Если эта война пройдет, все это, если в Казахстан сразу будет такой скачок сделает, знаешь, они будут хорошо жить, чем в России. Но Россия обязательно нападет на этот Казахстан, понимаешь? Потому что они хорошо живут. Они не любят, чтобы соседи жили нормально, понимаешь? Поэтому... Да я знаю. Я благодарен, что там это в одном... Я говорил это. У меня знакомый живет в Москве. И когда война началась, он сюда свалил, чтобы его не призвали. И он говорит мне, ты приезжай ко мне. Я говорю, слушай, быстрее вы ко мне придете, чем я к вам. Ты типа... Не собираюсь я к тебе ехать, что я там забыл, и говорю, ты поосторожнее Он не верит, говорит, такого не будет. Я говорю, ты историю посмотри из государства, что это все просто так, самая большая территория в мире. Не просто же так люди там пришли и т.д. и т.п. Вот. Россия это собака на сене, понимаешь? Собака на сене. Понимаешь, собака сама не ест это сено и другим не дает жить, понимаешь? Это просто посмотреть надо. Вот сесть и подумать, и посмотреть, что они творят, понимаешь? Сейчас вообще люди, сейчас такое время, что все хотят жить, и войны, вот это никому не надо. Все хотят жить, а они не дают. Этим другим пакости делают, этим пакости делают. Жить не дают людям. Это, видите, это же не народ, это вот остались, вот, как сказать, люди вот эти, они остались самые низы, которые пропаганду всему верят, как инструмент. И поэтому такая ситуация создается. И вот я считаю, почему я здесь сижу, понимаете, я вижу вот этот ислам, он выгоден тем, кто управляет. Вот так сказали, так же, как вот этот коммунизм. Те, кто был против, всех почикали, а кто за любой движняк, их оставили. И то же самое я вот вижу отражение вот это, как инструмент управления. Поэтому другим странам, наоборот, выгоднее, окружающим странам выгоднее, когда в какой-то стране ислам. Пусть они там занимаются там своей междоусобицей, там. Они же не разрабатывают исламские страны. Я не знаю, исламский автомобиль или истребитель, или ракету. Я вот посмотрел в Чечне, там строили храмы, оказывается, раньше из камня. Из камней. Там башни строили. Целые поселения в горах из камней. Например, русские, чтобы Кремль построить каменный, они итальянцы приглашали из Италии. Это серьезно, это прям я не вру, это факт. Что вот эти Кремль, храмы, это строили не сами русские зодчие. Русские они строили из дерева, избы там, церкви из дерева. А которые из камня, русские из кирпича не могли строить, они иностранцев приглашали. А чеченцы, они уже строили, то есть при язычестве еще до ислама, строили уже из камня. Вот, да, вот пример. На высоте 3000 метров трехэтажные, пятиэтажные башни строили, понимаешь, без цемента, без... И до сих пор там они стоят, понимаешь. Попробуй на такие, на горе построить там
четырехэтажным, или башню, понимаешь? Какие силы там нужны, понимаешь? Какую волю. Вот. Поэтому все чеченцы, их истории, все нападали на них, понимаешь? Хотели их покорить. Вот они, кто покорился, кто не хотел покориться, они в горах жили, на высоте, понимаешь? И строили себе башни, и оборонялись в этих башнях, понимаешь? И вот так выжили как бы. Мы всегда выживаем, понимаешь? Русские, они, как сказать, русским быть очень легко. Кому-то пошел там лизать, кому-то там, знаешь, и вот они живут там, пайку хлеба им дают, и все. Вот. Так что в их деревнях до сих пор вот этот голод, нормально там горячего хлеба не видят даже некоторые. Я не знаю. Ну, проблема, я вижу то, что выпивают. Я не знаю почему, как бы это самое... Я пробовал женщинам говорить, там, это святой какой-то, я не знаю, откуда это. Именно у русскоязычных, у русских алкоголь что-то. Я не знаю, как в других национальностях, но вот у казахов я вижу, это как бы стеснение есть. То, что человек выпивает, там, это, как сказать... Дома пьет, даже если алкаш, дома пьет тихо, спокойно. А у русских, это я вижу при всем уважении к русским, да? Ты не пьешь, типа ты неправильный, не такой. Вот это я вижу бич вот этого народа, как сказать. Это же наоборот, я так пытаюсь, как бы, чтобы не пили там другие ребята. А они черное это белое, белое это черное. В общем. Это у них в крови, понимаешь? У них в крови это. Почему? Потому что холопы, они кроме вот одной вот этой одежды больше ничего не имели, понимаешь? Они не имели плана богатства иметь. У них был там избушка вот эта, и там кушать, там свинью порезать там на Новый год, там сало, там хлебушка, и все. Они вот так жили и до сих пор живут. Понимаешь? Им ничего не надо, понимаешь? Вот они до сих пор вот в этом, как бы сказать, лаптежники их называют, понимаешь? Я не знаю, вот они вот до сих пор... У нас тоже так называли, кстати. И Калыгиба у нас еще. Но это не в этом, не унизительно, в шутку так говорили. Но я хочу сказать, что это же не все люди вот такие. Есть же в городе образованные вроде с виду нормальные люди. Но менталитет, вот я пытался изменить менталитет. Там что-то, как сказать... Смысл в том, что они считают, что от них ничего не зависит. Власть все решит. Вот ты говоришь, хотя бы улицу там у себя убери, подъезд там, то все. У них такого нет понятия, короче. Вот смотри, ты говоришь, в городе нормальные люди. Смотри. Нормальный средний человек, я имею в виду там средний богатый человек, он ненавидит другого, понимаешь? Друг друга ненавидят, понимаешь? Я жил среди них, я знаю. Он тут же пьет с ними, да, как он уйдет, они два друга, как бы, да. Тот чуть богатый, чем это. А обе они нормальные, ну, деньги имеют они. Но он чуть-чуть богаче, понимаешь, хотя друг у него. Вот он ушел, он уже мне говорит, вот он такой, сякой, векой. А я думаю, елки-палки, ну зачем? Ну, он чуть-чуть больше имеет деньги, ну, два друга. Ну, ненавидят, знаешь, они просто ненавидят просто. Понимаешь? Если у него там лучше двери в квартире, там, если он поставил дорогую дверь себе, железную, все, этот сосед его уже ненавидит. Понимаешь? Если он поставил там железную дверь себе хорошую. Понимаешь? Это, я не знаю, это не изменить невозможно. Эти вещи, у них такого нету. Я жил я в России жил много. И в России, и в Урале жил, и в Сибири жил. Я это все видел. Но это не от людей зависит, получается. Может, христианство, вот это православие такое, я уже не знаю от чего. Они не верят. Никто не верит. Христиане говорят, что христиане, но они не верующие, понимаешь? Они говорят, что мы христиане. Побольше крест на себе, а они не верят. У них нет такого там христианства, вот это. Вообще у них такого, я лично не видел настоящего христианина, я не знаю. Настоящего богобоязненного человека я не видел. Ну, все христиане. Понимаешь, вот в чем дело-то. Вот это у них нет. Как бы.
Теперь я вот что вижу, что вот они даже, как сказать, они, мы, я-то себя тоже, я русскоязычный, теперь у меня ни родин, ни флага, так получается. Потому что царь-то царя, мы давали присягу царю, а царя все, он отрекся от престола. Так, теперь это они, получается, дело в том, что размножаться не хотят, и чем занимаются в основном вот ребята там, такое, игры там, короче, вот сейчас, например, там боевые действия, у них Москва вообще не чувствует это, там ничего, она праздно живет, Петербург тоже. И чувство Родины у них тоже нету. Так, вот я в Казахстане живу, здесь у казаков есть там за столом поговорить там, как жизнь, да, там, как сказать, какие законы, какая обстановка, цены, да, там. У них, я заметил, нету такого, как бы начинаешь что-то говорить там о родине, типа, ну ты дурачок, там надо сваливать отсюда, валить быстрее, короче, это все здесь гиблое место. Короче, они, вот я что увидел. Ну, они так не говорят, что дурачок, но отношение такое вот, смотрят как на дурака, вот, честно я скажу. Я имею в виду, когда за столом вот что-то такое